Здравствуйте, меня зовут Мано, и я счастлив быть сегодня с вами. Я бы хотел сказать, что я уже очень долгое время мечтал снять этот фильм. В первую очередь потому, что эта проблема так важна для множества людей во всем мире. Проблема злоупотребления алкоголем. Мы подарим надежду на исцеление тем, кто страдает от алкоголизма и причиняет боль своим родным и близким. Сегодня я покажу вам, что привело вас в эту ловушку, в этот замкнутый круг, и помогу из него выбраться. Мы будем много работать с энергией и подарим вам мощный заряд здоровья. Посвятим время работе с эмоциями. Так что приготовьтесь, расслабьтесь и приступайте к просмотру. В этой замечательной программе вы увидите не только меня, но и множество людей, чьи жизни так или иначе соприкасались с алкоголизмом. Узнаете, что они делали для того, чтобы помочь себе. Вы знаете, это так прекрасно наблюдать, как люди бросают пить или курить, отказываются от наркотиков, наблюдать за тем, как они начинают новую жизнь. На самом деле, многие люди после того, как наладят собственную жизнь, начинают помогать другим с теми же проблемами. Многие начинают лечить людей, потому что если вы разобрались с решением собственной проблемы, вы сможете предложить и другим людям это решение. Но вовсе не обязательно самому переживать что-то, чтобы помогать окружающим. Вам достаточно черпать энергию из медитации. Это подарит вам ясность, подарит силу. Это помогло очень многим побороть свой недуг. Мир становится прекраснее, когда люди начинают жить более осознанно. Каждый день приносит еще больше любви, больше света, жизнь полностью преображается. Счастье наполняет ваш мир и становится все сильнее. Все это возможно, и я наблюдал это у многих людей. Всегда начинайте с первого шага. Не бойтесь сделать этот первый шаг сегодня. Начните с занятий медитацией, попробуйте не пить, а просто глотать. Вы можете даже вылить весь алкоголь в раковину, вылить его в туалет. Не обязательно в качестве исцеления разбивать бутылки, просто вылейте их содержимое. Начните свыкаться с эмоциями, которые появятся в вашей жизни. Вы заметите выражение счастья на лице у жены или друга. Будет столько уровней радости, которые начнут открываться вам. Сдерживаемая злость — вот что мешало вам испытать все это. И теперь вы знаете, как высвободить ее. В вашем арсенале теперь есть все инструменты для этого. Вы знаете все шаги. Если есть необходимость, вы всегда можете зайти на сайт и найти меня. Можете прийти ко мне, если вам понадобится стимул или поддержка. Я видел стольких людей, которым становилось легче. И я так счастлив, что теперь и вы сможете исцелить свою жизнь и получить надежду. В мире так много любви. Вы можете почувствовать ее. Главное, начните. И до скорой встречи. Здравствуйте, меня зовут Лалаиф, это мой муж Владимир. Я хотела рассказать свою историю. Когда 10 лет назад я попала под электричку, вот начались у меня всякие проблемы в плане больших серьезных болей. Ну и я начала принимать много таблеток и алкоголь, чтобы хоть как-то это заглушить. Таблетки уже никакие не действовали, и приходилось принимать крепкий алкоголь, чтобы спать. Ну, естественно, это сказывалось на самочувствии, состоянии. Одно время я даже не могла рисовать. То есть я художник, я приспособилась рисовать, пока я не могу рисовать руками, я приспособилась держать кисточку в зубах, чтобы рисовать. Но когда было много алкоголя, мне было даже трудно заниматься любимым делом, рисованием. Плохо сказывалось на памяти, естественно. Ну, вообще на всей жизни. Это очень тяжело каждый вечер без всякого желания принимать алкоголь. Не для радости, опять же, а только для того, чтобы меньше стала боль. Ну, медитации дали возможность его сокращать. Про Мано я, к сожалению, узнала не так уж сразу. Я про него узнала только в прошлом году. Когда я его встретила и узнала, что такое медитации, то все в жизни начало улучшаться как-то. Когда я начала ездить на его семинары, заниматься всеми техниками, которые он говорит,
у меня получилось за очень короткое время бросить лишние медикаменты, которые я там принимала, всякие там антидепрессанты, и снижать алкоголь. Конечно, боль пока еще не уменьшается, но медитации, они как бы дают энергию дополнительную, что ли, чтобы бороться с проблемой. На всем этом пути меня как бы поддерживает мой муж. Он ездит со мной, ему тоже это нравится. И я думаю, если бы не такая его замотивированность, то меня бы, наверное, не хватило бы особо сил. Могу сказать, что не стоит искать спасения в алкоголе, потому что он может только увеличиваться, а никакого хорошего результата это не принесет. Нужно искать силы внутри себя, прежде всего, если контактировать с людьми, общаться. Ведь встреча с МАНО, ведь помогает же не только сам МАНО и техники, но собственный контакт с людьми, освобождение эмоций, общение. Это все очень важно, потому что сюда приходят необычные люди. Обычные люди не стали бы заниматься медитациями, духовным путем каким-то. Вот мне кажется, стоит заниматься этим и собираться в подобных местах. Это может очень сильно помочь, даже когда уже совсем очень грустно. Мне кажется, стоит хотя бы один раз прийти на подобную группу, и многое изменится. Здравствуйте, меня зовут Ирик, мне 45 лет. Я начал употреблять алкоголь где-то в подростковом возрасте. Но серьезной проблемой это стало уже лет в 25. Я очень сильно употреблял алкоголь, часто терял работу из-за этого, у меня были проблемы в жизни. Но лет в 30 я начал увлекаться эзотерическими учениями и попал в одну школу и лет 8 не пил. Но последние 5 лет опять начал употреблять алкоголь в больших количествах. И это стало очень серьезной проблемой для меня. У меня не складывалась личная жизнь, проблемы с женщинами. Я до сих пор одинок, не могу найти спутницу жизни. Пробовал много раз бросать самостоятельно, кодировался. Но это помогало лишь ненадолго. Но вчерашний семинар мне очень понравился. Он действительно дал мне сил, дал заряд энергии, такой бодрости. Мы практиковали некоторые упражнения, медитации. Но я, в принципе, с ними был еще до этого знаком, поскольку тоже увлекался Ошо и тоже немного практиковал его медитации. Поэтому некоторые из этих медитаций мне были знакомы. Вот там чакровое дыхание, чакровое пение. Раньше я этим тоже занимался немного. Вот. Но было и много другого, чего я еще не испытывал. И сегодня я вот уже пришел такой полный заряда энергии, чтобы сегодня поработать в группе. Побывав на практике Витману, я надеюсь, что избавлюсь от этой привычки. И надеюсь, что моя жизнь изменится к лучшему. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, мне 24 года. Я пришел сюда, так как, в принципе, в школьные годы, там, с 7 класса, начиная, мы как-то с друзьями начали употреблять очень много алкоголя, пива, там, водка. Не могли обойтись уже без этого зелья, то есть на любые праздники, на любые мероприятия. Это было как бы центром, что нас сплочало. То есть мы собирались, в принципе, попить алкогольных напитков, и только на фоне этого уже там было общение и что-то такое, более такие человеческие отношения. Плюс к этому, я думаю, я пришел к этой ситуации, так как я видел, когда я маленьким был, я видел, как мои родители ссорятся из-за алкоголя, отец приходил домой пьяный периодически, раз-два в неделю. Мама начинала его за это укорять, может быть, унижать даже. Плюс мне периодически, если я был вместе с отцом, отец был пьяный, на людях мне было за него просто стыдно, что он в таком состоянии находится. Плюс случился инцидент, отец
напал, грубо говоря, с кулаками на маму за то, что она все-таки, у нее терпение лопнуло от того, что она ему постоянно что-то говорила. И он на нее набросился, и, соответственно, я тоже вмешался и как бы дал отпор, можно сказать, подрался со своим отцом, и это на меня очень такое впечатление оставило очень серьезное в глубине где-то, что вот я подрался со своим отцом и, грубо говоря, побил его, вот, когда он был в пьяном состоянии. Вот. Но сейчас на данный момент я отказался полностью от алкоголя. Мне было как бы трудно вообще поначалу. То есть это влечет за собой то, что меняется круг общения, то есть с которыми ты общался. Меняется вообще твой, в принципе, образ жизни, уклад жизни, твое настроение, просто движение твоей жизни полностью меняется после того, как ты отказываешься от алкоголя. Вот. Ну и сейчас хотелось бы подчеркнуть на этом семинаре помощь для своего отца или там, для своих друзей, которые меня окружают, которые до сих пор употребляют алкоголь, чтобы они перестали как бы употреблять его, и чтобы и жизнь их наладилась, и чтобы они видели жизнь без этого напитка, без этого алкоголя. Хотелось бы помочь за счет этого семинара. Добрый день. Меня зовут Елена. Я прилетела в Москву к МАНО из Приднестровья, из Молдовы, если знаете. Проблема алкоголизма в моей жизни очень мешает мне. В каком вопросе? В вопросе того, что все мое сознательное детство отец мой пил. И, возможно, не уделял столько времени, сколько мне хотелось бы. И сама проблема сейчас стала для меня понятием нарицательным. Даже где-то, не знаю, даже не нарицательным, а собственным. Вот, что мне кажется, что рядом со мной запьет любой мужчина. Потому что если человек просто тянет руку к чашке, там, к рюмке, к бокалу, у меня уже начинается какая-то ярость и гнев. Я так понимаю, что я сама притягиваю таких людей. И если не притягиваю, то провоцирую их на это. Потому что это постоянно сидит на подкорке и вот каким-то образом давит. В идеале мне бы хотелось, чтобы и встретить мужчину, чтобы у нас никогда не было проблем, вообще не стоял вопрос алкоголя в семье. В группе есть две категории людей. Люди, которые сами очень страдают от этой проблемы, и люди, которым бы хотелось помочь своим близким, которые на себе явно испытывают негативное воздействие алкоголя. Поэтому здесь не случайные люди, всех беспокоит эта проблема, мешает жить. Поэтому очень бы хотелось, чтобы МАНО помог и той, и другой категории людей. Меня зовут Александр, мне 25 лет. История такая, что дед у меня пил всю жизнь свою. Как завязал, сделали операцию, и сказали, что умрет. И на этом фоне, то есть он завязал. Но вот то, что он пил, это передалось отцу. Потом вместе начали пить, еще и мать моя начала пить. То есть я маленький вот это вот все видел, ощущал, как, это неприятное зрелище, скажем так, когда, ладно, люди еще пьют и людьми остаются. Вот этот запах, вот это все, нехорошая штука. И я как-то вот, нет, стоп, вот алкоголь не хочу, начал употреблять наркотики. То есть, конечно, это может кажется разная штука, но по сути то же самое, что алкоголь, что наркотики, оно притупляет вот это вот всю эту штуку. Как я с всего этого слазить стал? Медитации. Стал заниматься медитациями Оша. Динамические. Вот. И ощутил результат. Конечно, не скажу, что сразу вот раз я медитирую, и все, у меня сразу все пошло. Нет. Начал работать и так вот частично скрупулезно все это. Как-то легче стало становиться вот в этом плане. Полгода я, может, не употребляю никаких наркотиков.
Ну, иногда бывает, что вот, ну, хочется, вот, побаиваюсь я вот еще на наркотиков, мешает маленечко жить. Ну, медитация, да, она не заменяет, она потребность уводит от алкоголя, от наркотиков, табака, курения и все прочее. То есть странным образом ничего там не происходит, что ты вот раз и стал супер-мега там какой-то человек. Нет, ты просто понимаешь, что ты сейчас в данный момент не хочешь там пить, курить или не хочешь наркотиков. Да, как бы есть силы справиться с какой-то трудностью, в которой раньше ты не мог ничего поделать. У тебя тупо вот и все, у тебя случилась ситуация, ты вот все, у тебя один выход, одно пространство. Нет, здесь ты можешь посмотреть, что, как, да, ага, может что-то можно поменять. Дает просто силы. Пока ты живой, у тебя есть, ты можешь подняться. Если ты подняться не можешь, значит, ты мертвый, значит, ты труп. А если ты труп, значит, тебя ничего не должно беспокоить, никакие проблемы. Как бы, ну и заниматься медитациями, по крайней мере, для меня это единственный выход, который я вижу. Пробовал много чего, ничего такого не помогло. Вот именно медитации Оша, вот мне очень вот прям вот фантастика. Меня зовут Света. У меня, наверное, типичная такая ситуация, связанная с алкоголем. У меня отец всю жизнь пьет, скажем так, сколько я себя знаю. С самого рождения эта проблема в нашей семье имеет место быть. Причем я не могу сказать, что он прям такой заядлый алкоголик. У него это определенными запоями. Вот какая-то ситуация его немножко там повлияет на него, и все. Если он выпил рюмку, то он уже остановиться не может. У него нет такого, что сегодня праздник, да, мы посидели за столом, с семьей там отметили, и все мы знаем, что этим дело не закончится, что это будет продолжаться. Если когда он был помоложе, это недели 2 ему нужно вот было, то сейчас уже как бы возраст, но это где-то неделю ему все равно нужно в таком состоянии пребывать. До драк, слава богу, никогда не доходило, но это всегда эмоции, всегда крики, всегда какие-то скандалы. И вот в этой обстановке я росла, можно сказать, 20 лет. Потом я, честно говоря, вышла замуж, и, можно сказать, вот кто мне встретился на моем пути, я убежала просто из этой квартиры, потому что в этой обстановке я просто не могла жить. Но там оставалась жить моя мать, которая тоже, можно сказать, на нее это повлияло, вот, и на здоровье, и на психику. Она продолжает с ним жить по сей день. Вот. И в последнее время у меня очень большая такая боль на душе. Сначала я смотрела на все это, на все эти сцены, концерты, но случилось так в жизни, что я разошлась со своим мужем и переехала жить в Москву, а ребенок сейчас мой остается жить с моими родителями. И он остается жить вот в поле моего отца. И как бы я его не просила о чем-то, как бы я с ним не разговаривала, все равно это все бессмысленно. Это все равно, что я разговариваю со стенами. Он вроде меня понимает, вроде с этим соглашается. Я говорю, вроде уже и здоровье у тебя не то. Вот. Но он ничего не может с собой поделать. И как он говорит, я ничего плохого не делаю, вот там твой ребенок накормлен, напоен. Я говорю, ну не это главное, но человек это просто не понимает. Он этого не видит, он этого не понимает, и для меня это на данный момент огромная такая боль в сердце. Вот такая у меня ситуация. Надеюсь, этот фильм как-то мне поможет с этим справиться, как-то, может быть, найти выходы из этой ситуации. Поможет мне, может быть, как-то решить эту проблему в моей жизни. Everybody welcome.
Добро пожаловать. I'm glad that you're here. Очень здорово, что вы здесь. Before we start, I just want to introduce myself for those of you who might know me. My name is Manu. Перед началом представлюсь, кто меня не знает, но меня зовут Ману. And during my 35 years of practicing Osho meditations and learning a lifestyle of transformation, a lot of things have come that I can share with you that can help you with your concerns about alcohol abuse. Also, some people have questions about drug abuse. И за мои 35 лет практики Ошо медитации, работая в личностной трансформации, у меня много накопилось всего, чем могу с вами поделиться по тем вопросам, которые вас беспокоят. Эти вопросы связаны с алкоголем или приемом наркотиков, другими зависимостями. Before we start, I'd like to introduce Usha. Это Уша. I'm very happy. I've known her for many years. Мы знакомы очень много лет. She's not only a very beautiful translator, И она не только прекрасный but переводчик, she also understands a lot about transformation work because she's running the Osho Center in Moscow for the last around 6 years. но она также работает с трансформацией, понимает в этом и занимается Ошо-центром в Москве уже 6 лет. So she also does a lot of transformation work to help a lot of people. Тоже работает в этом измерении трансформации, помогая людям. So the focus today is going to be the whole world, mostly about alcohol. И сегодняшний фокус нашего внимания на теме алкоголя. And the work around alcohol also helps people with problems with drugs. И работа, которую мы проделываем, да, чтобы помочь человеку с алкогольной зависимостью, помогает также для тех, Problems кто with smoking. связан с наркотиками или курением. The basic question is, why is somebody putting something inside themselves that damages their body and makes them less conscious? Основной вопрос: зачем человек запускает что-то в свое тело, что разрушает его тело и сознание? Why are they using something that's damaging to them in an attempt to create a new life and a new world? Зачем нужно повредить себе в попытке создать какой-то новый мир, новую жизнь? How do they get stuck on something that gives maybe a short-term happiness and a long-term misery? Почему человек застревает на чем-то, что на мгновение приносит тебе радость, а затем несчастье на многие годы? And I know some of you are here because you have that problem in your life and you want to fix that problem in your life. Я знаю, что многие из вас пришли сюда, потому что у вас есть эта проблема в вашей жизни, вы хотите ее решить. Some of you are here because you have that problem, not because you yourself were drinking or involved with drugs, but because somebody else around you was, and it made like a big train wreck for a lot of people that you loved. А многие пришли, потому что ваши близкие люди или кто-то из вашего окружения пил или был связан с наркотиками, и это разрушило многие жизни. And I know some of you are here because you want to develop more skill and more understanding that you can use in your life to help people who are stuck in that situation. И также вы хотите освоить техники и методики работы и помощи людям, которые застряли. So one of the basic things is why, first, how does somebody get started? То есть теперь вопрос, как вообще человек может начать это делать? This is an important thing. How does somebody get started? Почему начинается зависимость? How somebody gets started drinking? Как человек начинает пить? How somebody gets started using drugs? Или принимать наркотики? Or smoking something. Или Anything. курить? How does somebody do something, get started doing something that they know, at least they understand, they've heard can be dangerous for them? Что запускает этот процесс, про который они, конечно же, слышали, что он может быть опасным? Yeah. What is missing in their life? Чего не хватает в жизни этого человека? Or what is missing in your life that makes you want to choose a road that is going to sabotage the health of your body? Или чего не хватает в вашей жизни, что вы выбираете дорогу, которая может разрушить ваше тело? One thing is loneliness. Одна вещь – это одиночество. You're not getting the love that you need. Недостаточно любви, которая вам нужна. So you're reaching out for something. И поэтому мы ищем что-то вовне. The contact with people is not enough. Недостаточно контакта с людьми. The warmth, the affection is not enough. Недостаточно теплоты, недостаточно любви. So one part of it is loneliness. То есть один аспект этого вопроса – одиночество. Another thing might be that you have a nice family, you have everything else, but the whole focus is still not enough on love. Но может быть и так, что у вас прекрасная семья и все хорошо, но тем не менее все равно
Нехватка любви. It's too much focused outside. Например, фокус на каких-то событиях внешних. Work, work, work. Работа, работа, работа. Study, study, study. Или учеба, учеба, учеба. So you're watching yourself like every day of your life, like you're in a horse race. Поэтому вы чувствуете, что каждый ваш день как гонка. And nobody's shown you how to relax and do some positive things for yourself. Но никто не показывал вам, как расслабляться и делать что-то позитивное для себя. I remember talking with one woman who was working in the United Nations. Я работал с одной женщиной, которая трудилась в ООН. And she was telling that she worked with the caregivers, the young people who've had a training and who are going to go and care for people who need help. И она работала с людьми, которые социальные работники, заботятся о других людях. And I said, and probably after 1 year, И я ей тогда сказала, наверное, через год they all get burned out and they want to stop. все эти люди сгорают и уже хотят бросить эту работу. And she said, how do you know? Она спросила, как ты знаешь? You've never been there. Ты же не был там. I said, I understand it because I understand that you don't have a way that you've developed in your program for them to make a circle in their energy. Она сказала, я понимаю это, потому что в вашей работе не предусмотрен цикл энергии, завершение круга энергии. If you're only giving, 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 giving. Если вы только даете, отдаете, отдаете. Whether it's work, whether it's study. Будь то работа или учеба. Whether it's in the way that your love connection with your family or your close person is. If it's only giving, giving, giving. Или даже если это любовные отношения с вашим партнером, если вы только отдаете. And there's no circle where the energy comes back to your source. И этот круг не замыкается обратно, и вы не возвращаетесь к своему источнику. That's like asking the plant to grow up in sunshine with no water. Это как будто просить растение вырасти при свете, но без воды. Soon the leaves start getting brown, the leaves start falling off. Вскоре листочки будут коричневеть и отвалиться. And you're different than the plant. You're going to try to do something. Вы другие, вы не растения, вы попробуйте что-то сделать. And you see all the advertisements for alcohol. You see it's in so many shops. И мы видим вокруг сплошная реклама алкоголя. And your mind says, okay. Ум говорит, It's хорошо. like playing the lottery. Это как лотерея. Everybody else may lose, Наверное, все могут проиграть, but I'll be lucky. а я выиграю. Yeah, Мне who повезет. understands what I mean? That you have the feeling maybe the other people will suffer, but I will be lucky. Кто из вас так думал иногда, что пусть другие страдают, а мне, наверное, повезет? So people who drink, smoke, they have this feeling that it doesn't matter if everybody else dies or gets sick, they're going to win the lottery. Люди, которые пьют или курят, они думают, ну ладно, другие умирают от этого, а мне повезет. Who's had that feeling before that? У кого такое было чувство? Other people, oh, it may hurt them, but Может быть, другим повредит, а мне I'm нет. Superman, Superman. Я Супермен. So this is a big thing because most people start actually in their Superman period of life, which is, 18, 20, 16, 22, where they are young, they are bubbling. И многие действительно начинают пить или курить, когда они, правда, супермены, молодые, 18, 19, 20 лет, когда они полны энергии. You drink a few nights. Подумаешь, пьем несколько вечеров подряд. And it's fun. Весело. Then you don't have to go to school the next day. Зато на следующий день в школу не надо You get a идти. new experience. Классно, новый опыт. Looking at your bed, Посмотреть на кровать, hoping the pillow will talk to you because you Надеюсь, cannot что- move for a few hours. подушка поговорит с тобой, потому что подвигать головой вы сами не можете. It's this feeling of some change Это какое-то ощущение, что что-то новое because появилось. you're bored, you're tired of the routine. Потому что вам скучно, вам надоела рутина. So one of the things to understand, И так важно понять, because you want to help somebody to stop drinking, потому что вы многим want to- людям хотите помочь бросить пить. where did they start? Понять, в какой момент они начали. It's like getting a boat of refugees. Это как корабль с беженцами. They don't want to go back. Им не хочется возвращаться. It's not like they were starting from the place that was so happy. Не то, что они начали с счастливого берега. They want to get out of there. They want to try something new. Они хотят сбежать со своей страны, попробовать So новую deep жизнь. down, when you say to somebody, stop drinking, Поэтому в глубине, когда вы говорите человеку «брось пить», they feel a big anger and a big shock. человек чувствует жуткую злость на вас. Because their life wasn't happy before. У него жизнь и так не была сладкой. They did it for a few years. Они несколько лет пили. They weren't happy. They knew they weren't happy. Они несчастные, знали это. And now they're trying their experiment. И теперь они начинают этот эксперимент. So if you don't understand that,
То есть, если вы это не понимаете, that you don't understand that the root where they started from was not happy. вы тогда не увидите, что они начали с момента, когда были несчастны. It's missing a basic point. Тогда вы упустите суть. So that's where the world of meditation has the deepest and best understanding to help people get out of drinking, drugs, cigarettes, anything like that. Поэтому именно мир медитации самый понимающий, помогающий людям слезть со всех зависимостей. Because the world of meditation understands that everybody in their base life is not completed their transformation and mostly not even started it. Потому что именно в мире медитации вы начинаете понимать, что все мы не завершили свой процесс трансформации, а многие даже и не начали его. So you have to find a way to help the person up their basic lifestyle, their basic life energy, and get them learning how to expand. Поэтому важно помочь человеку поднять уровень своей энергии и научить его расширяться. If there's no way to expand the base life, То есть если нет способа расширить свою жизнь, качество своей энергии, no way to release the rage in somebody's heart, высвободить ярость из сердца, no way to help them move toward a creative love, toward a creative expression in their life. если нет способа двигаться к творчеству и к любви, They many times don't care if they commit a slow suicide or a fast suicide through тогда drinking, человеку вообще все равно, быстро или медленно у него самоубийство. because the base life wasn't fulfilling. They don't think there's anything better. Потому что основы у него не удовлетворены. Он думает, что нет ничего хорошего в жизни. So one of your first jobs is to start to understand how do I get the base life opened. Поэтому главное понять, как мне получить самое главное в жизни, основу, укрепить свою основу. Very interesting around Osho. И рядом с Ошо, He shared his insight Ошо делился с людьми своими that you открытиями. don't fight with an addiction. Он говорил о том, что не нужно бороться с зависимостями. You raise the energy higher. Нужно поднять энергию, уровень ее. When the energy goes higher, the addictions disappear. Когда энергия поднимается на более высокие уровни, то все зависимости исчезают. Or you can call it also the bad habit, Или можно их назвать плохие привычки. the lonely habit. Одиночество, привычки одиночества. Even though people may drink together, Люди даже могут Use пить drugs вместе together. и принимать наркотики вместе, smoke together. и курить I вместе. call it a lonely habit. Но все равно можно назвать это Because одинокие it привычки. shrinks your inside. You do get more lonely. Потому что внутри все сжимается, и человек, правда, становится более одиноким. So one of the things that we want to do is we want to learn how to up our base energy, То есть теперь мы будем учиться поднимать нашу энергию how to unwind some of the blocks, и выбросить блоки. how to create a new door that's going to raise the energy И как higher. открыть новые двери, которые нашу энергию отпустят на свободу. Few practical things. Несколько моментов практических. You know, there is a fight between the mouth and the heart and the stomach. Всегда есть в человеке борьба между ртом, сердцем и животом. It is your tongue Язык. is hooked to things that taste different, taste good. Он привык к разным вещам, которые вкусные. And the people who make alcohol, И люди, которые создают алкоголь, they're making different tastes они делают разные вкусы, that you cannot get anywhere else. которые трудно взять из чего-то другого. So if you happen to get addicted to those tastes, Поэтому, если вы привыкли к этому вкусу, that part is also not easy for you to do. то очень сложно это бросить. Yeah. If alcohol tastes like your wife's cooking and she didn't know how to cook, Например, если алкоголь, у него вкус такой, как стряпня вашей жены, которая не умела готовить. or with gretchka with too much salt in Или it, пересоленная гречка. yeah, everything burned. Все, или пережженная Nobody's going to каша. drink. Никто не будет пить тогда. Yeah, it's like trying to sell somebody a new car that's all crashed. Это все равно, чтобы продать новую машину, которая только что после аварии. It was only made 2 weeks ago, Ее сделали 2 недели назад всего. but it's crashed. Но она же вся помята. Nobody wants. But the alcohol is made Алкоголь создан так and advertised. и There разрекламирован, is a whole energy that's wanting to go out and find as many people to drink as что possible. вся энергия направлена на то, чтобы он схватил огромное количество людей. And it looks for your weak points. И ищет ваши уязвимые точки. Luckily,
In Russia, К счастью, в there's new России laws that you cannot buy it so late at the night when you're weak уже and вышли you're законы, tired, что ты поздно ночью не можешь покупать or алкоголь, you're ready to hurt somebody. иначе ты повредишь себе или другому. That's a big step of knowing that there are certain moments of the day when you're more susceptible. Это здорово, потому что это говорит о понимании того, что есть фазы дня, где вы наиболее уязвимы. So if you drank your first 5 liters Поэтому если ты выпил свои первые 5 and you литров, ran out, и тебя at least you закончилось, cannot go to the по store at крайней the мере, wrong ты не time. можешь пойти в магазин и догнаться. It's going to save a lot of people's И lives. это спасет многие жизни. So understand that there are certain cycles of your life То есть есть циклы жизни, where you feel weaker в которых мы чувствуем себя слабее and you're more susceptible to и drink. более чувствительны к тому, чтобы начать пить. So many people talk about their parents or somebody who's drinking, that it's like for a few days drink, Многие рассказывают, что у него родители пьют, например, несколько дней then подряд. stop, Потом остановка, and then again. потом Yeah. опять Something, запой. a weak point, the cycle То starts. есть в какой-то момент начинается этот цикл. And then people drink and get weaker and weaker until all of a sudden they have to stop. И потом человек пьет, пока в какой-то момент не остановится. And then there's also people who are drinking every day. Есть люди также, Okay, которые different пьют вообще cycle. каждый день. Они в другом цикле живут. Usually it's at the same time every day. И обычно они начинают пить в то же самое время дня. If they're working, it's usually after work. Если они работают, то это сразу после работы. Before work is dangerous. До работы опасно. And the connection, the energy from the work at least gives people enough energy to pull them out of it. И энергию, которую они получают в работе, не хватает для того, чтобы вытащить их из зависимости. So the world that Osho created with meditations is a world to learn how to up your base energy. Мир медитации, созданный Ошо, направлен на то, чтобы поднять вашу базовую энергию. And I'm going to show you a few meditations, a few demonstrations of meditations, Сейчас мы покажем несколько медитаций, so that you understand some techniques. чтобы вы понимали, какие существуют And then you техники. can get them in the many different shops have them. И затем вы можете их уже приобрести в магазинах. You can go to the www.osho.com Или website на сайте osho.com. or the OshoDVDs.roof. Или на других. Yeah, so there's a lot of places you can get the meditation Вы можете techniques. приобрести и найти эту музыку для медитации. First, a couple more things. Но сначала еще пару вещей. It's like if you go to somebody who's drinking Если вы приходите к человеку, который пьет, and you tell them to stop, и говорите ему «брось пить», what usually happens что обычно происходит? is that that person puts you at a little bit of a distance. Этот человек увеличивает дистанцию между собой и вами. Just because they have been told to stop so many times by Потому so что many ему people, столько людей уже говорят бросить пить, they feel guilty about it and angry что about он чувствует вину и злость. it. So I don't suggest Поэтому я не that you предлагаю start with saying to somebody, stop. начать ходить ко всем и говорить «брось пить». Usually the person feels Обычно человек that чувствует, you're just interested in them stopping drinking. You're not interested in them. что он сам не интересует. Вас интересует только то, чтобы он прекратил пить. Better you do things with them Лучше делать что-то с ним, that raise their base energy of life where they feel better. чтобы это поднимало его базовую энергию, он начал чувствовать себя лучше. And as they start feeling better, they are ready to look at feeling even better, which will include to drop the drinking or the drugs. И если он почувствует себя лучше, то он будет искать пути, чтобы это состояние осталось с ним, а значит, как бросить пить. One of the main reasons why people drink Одна из основных причин, почему люди пьют, is that they're angry inside. это гнев внутри. Who knows somebody who was drinking Кто знает кого-то, кто пил, who wasn't angry? но не злился при этом, не был злым внутри. It's always there. Всегда гнев там. Who remembers the angry part of somebody who you know who was drinking? You can raise your hand. Кто ощущал именно вот эту гневную часть человека, который пьет? That there was anger involved. Yeah. Всегда включен гнев в это. Somewhere there was an anger. So Где-то в глубине он есть. this is important to Это understand. очень важно понять. It's very important to Очень understand важно. that some way, Каким-то if you образом, want to get the bottle out of the person's mouth, если вы хотите отнять у человека бутылку, it helps you to get the anger out of their mouth first. вам поможет сначала гнев из себя исторгнуть. Because that bottle is like their way to
blocks the feeling of the anger. Бутылка — это их способ заблокировать гнев. It's like, imagine somebody who's got a toothache. Представьте себе человека с больным зубом. And they're taking painkiller. И он принимает обезболивающие. And you tell them, А вы ему говорите: don't take painkiller. Не принимай обезболивающие. And toothache is your problem. Зубная боль — это твоя проблема. Just don't take painkiller. Не принимай обезболивающие. I don't care what happens to your tooth. Мне вообще все равно, что с твоим But I зубом. don't want you to take painkiller. That's bad for you. Но я знаю, что обезболивающее вредно. What are they going to say? Что тебе человек такой скажет? They're going to be very angry at Он you. ужасно разозлится. They're going to be very mad. Очень взбесится. Who's this idiot Скажет, что за идиот? taking away my painkiller Собирает у меня таблетки, and my tooth is still hurting? а зуб болит. You will be very angry about that. Действительно, это разозлит. The person is cruel. Потому что иначе это жестоко. Now remember, for people that they're drinking and their drugs is also their painkiller. Помните о том, что для человека алкоголь и наркотики — это обезболивающее. Yes, you understand that, yeah? Понимаешь, да? That's her struggle. Это ее битва, да, в этом заключалась. And she's gonna win this struggle. И она победит в этой борьбе. But that's with everybody. Но это для всех. It is your painkiller with incredible bad side effects. Это обезболивающее, но с невероятно сильным побочным эффектом. Expensive, damages your liver, your kidney, Повреждает your heart. почки, печень, сердце. It gives you less power И делает вас слабыми. to be happy in love. И не дает вам любви и счастья. So the work that Usha and I do, we do a lot of work with helping to raise your base level of energy so that you have more power for everything. И то, что мы делаем, это все направлено на то, чтобы поднять уровень вашей базовой энергии, и чтобы вы были более счастливы. Your energy is just stronger. Энергия сильнее, You are just more alive. и вы более живые. So if you want to help somebody else who's drinking, Если вы хотите помочь человеку, который пьет, it needs a special creativity. нужно творчество. If somebody comes and say, I'm drinking and I want to stop, Если кто-то приходит и говорит: я пью и хочу бросить, that's much easier это легко. because you can show them what to do. Ты просто покажешь ему упражнения. And of course, you'll find a resistance in them Хотя, конечно, вы тоже встретитесь с сопротивлением. that doesn't want to do anything. И это сопротивление ничего не хочет менять. I want to stop, Хочу бросить. but do I want to do some work to transform? No. Но хочу ли я делать какую-то работу? Нет. There will be part inside everybody that's, I want you to click your fingers and make a magic sound and then the stopping happens for me. В каждом есть такая сторона, которая говорит: я хочу просто магический щелчок пальцами, чтобы все само собой отвалилось. Who understands the feeling that you want some magic from the sky and your life will be Кто good? понимает про вот это ощущение, что хочется, чтобы магия с неба какая-то Yeah, произошла, и все само собой разрешилось. The new husband or wife will be waiting for you at the corner with a sign with your name. Это как будто кто-то, новый муж или жена, ждут вас за углом с табличкой, на которой написано ваше имя. You don't have to look. Даже не надо искать, You ничего live делать. happily ever И after. после этого вы всю жизнь проживете вместе в There счастье. is this feeling inside. Вот есть такое ощущение внутри. So you have to understand it Надо это понять. and learn how to support the person through it. И научиться поддерживать человека, пройти сквозь это. Learn how to help them see the reality, which is that they have legs, that they need to learn how to walk on the legs. Увидеть, чтобы человек увидел, что если у него есть ноги, нужно учиться на них ходить. Help them feel the joy that comes when they become master of their life. И дать им почувствовать ту радость, когда они становятся хозяевами своей жизни. So without telling somebody to stop, Поэтому, не говоря человеку бросать what do you пить, do что вы делаете with the person who's all locked up? с человеком, который весь заблокирован? Raise your hand if you have somebody who's drinking now who you Видите want руку, to если у help. вас есть в окружении люди, которые пьют. Okay. So, for example, who is it that you would like to help? Кому ты хочешь помочь? Близкому своему человеку. Somebody I know. Somebody close to you. Man or Близкому man человеку. or a woman? Это мужчина или женщина? Женщина. A Женщина. woman. Okay. Can you talk to her? She's a friend of yours. Ты можешь с ней разговаривать, это твой друг. Видишь Ну, ее могу, иногда? да. Yes, I can Okay. see her sometimes. So it's one person, Это один человек. one woman, and you're another woman. Женщина, и ты женщина. It's one-on-one. Один-один. And you want to convince her Ты хочешь убедить ее в том, without pressing her но не давя на нее, to do something healthy for her чтобы life. сделать
для своей жизни, от чего она станет здоровее. What would happen Что произойдет, if you invited her out to the restaurant for если dinner ты пригласишь ее в ресторан and you brought 3 very handsome и guys, приведешь 3 красивых парней, sports trainers, спортсменов, тренеров по very фитнесу, energetically successful guys? энергичных парней? How would your friend like that? Как твоя подруга, как ей это понравится? Okay, so for example, Например, like in your case, it's your grandmother, yes, в своем случае это бабушка. or somebody. Okay, like how would she feel if you Как bring она почувствует these себя, 3 handsome если guys вот этих 3 мужчин прекрасных to the surprise dinner, ты приведешь на такой ужин-сюрприз? and they were all nice to her? И они будут с ней болтать, классно проводить время. They didn't talk to her too much, so she's shy, but they gave her enough attention that she felt really lifted up. How would that feel? Не то, что они прям заговорят ее насмерть, но дадут ей достаточно внимания, что она почувствует воодушевление. Как ты думаешь, она будет, каково ей будет? Она почувствует себя моложе. She will feel younger. She'll feel younger, yes. Конечно. And what happens if during the conversation А что произойдет, если во время этого диалога the guys вечернего slip in a few stories about how to be healthy and how to get out of drinking? парни расскажут несколько историй о том, как вообще быть здоровым и как бросить пить? Without even mentioning to her that she has a drinking problem. Не упоминая ни в коем случае про нее. But just out of all the many things they're talking, Рассказывая, просто разговаривая о разных вещах, они упомянут также и об этом. they just mention Просто скажут. Ну, я думаю, что она задумается о том, что ей нужно быть здоровее, но при этом она себя оправдает. Maybe she will start thinking that she needs to be more healthy, but she will find justification for her drinking anyway. she has a lot of justification Понятно, что for у нее drinking. полно оправданий. So we're not putting her on the spot. Мы ее не сажаем на горячий стул. There's nobody's going to even tell her that she needs to do anything about drinking. Remember, that's the first rule. Важно первое правило. Ни в коем случае мы не говорим о том, что ей нужно решить You проблему. don't tell me to stop drinking. Не говорим человеку напрямую «бросай пить». So there's no reason to provoke the justification. Поэтому мы не провоцируем эти оправдания. You just start slipping in hints. Ты просто начинаешь как бы протаскивать небольшие намеки, подкидывать намеки. It got so much better. A few years ago, I used to drink, and then I did some emotion release, and now I feel younger, and I'm doing this and I'm doing that. Один из спортсменов может сказать, что я начал пить, а потом эмоциональный выплеск делал несколько раз, и таким стал молодым и красивым, что прекрасно себя чувствую теперь. Сразу выросли мышцы. And immediately the muscles started growing. Yes. Да, точно. Yeah, and you just to give energy, but without even saying, "Oh, why don't you try it?" You don't even need to say that. Даже не нужно говорить человеку, почему бы тебе не попробовать. And then they just mentioned that, wow, emotional release is good for people even if they don't have any problems. It just makes them feel stronger and more younger, even a little bit more sexy. Они могут даже упомянуть то, что эмоциональный выплеск полезен для всех людей. Люди чувствуют себя более молодыми и сексуальными. Yeah. And then somebody gives some attention and talks. So this one way is to bring more energy to the person. То есть один из путей – это дать человеку больше энергии. At the right speed. С правильной скоростью. You're just focusing on raising the person's base energy. То есть наш фокус в том, чтобы поднять базовую энергию человека. And giving some hints И также подбросить ему несколько that намеков, it's possible to make new steps in your life. что возможно в вашей жизни произвести изменения. So this is very important. Это очень важно. Let's do something. Let's Давайте сделаем что-нибудь. have you come and be the Давай ты сюда идешь. close friend or the grandmother, whoever it is. Yes, come and sit next to her. Будешь этой подругой или бабушкой. Садишься рядом с ней. Okay, just stay there. And let's just for an И experiment для эксперимента. have the 3 of you guys, И 3 парня. Вы будете спортсмены. the 3 sportsmen, come here and look like sportsmen for a minute. Вы идете сюда к ним и выглядите как спортсмены. Just come on. You're all sportsmen. Вы все спортсмены. I'm just choosing the 3 that are Ну, просто closest. 3 самых ближних. Come on, a выбираем. little bit. And just
Get a little closer. You're a little bit shy. Да, немножко застенчив у нас. Let's just do an experiment. Итак, эксперимент. This is your close person who's been drinking for how many years? Вот этот твой близкий человек, который пьет сколько лет? Не знаю, я еще не родилась. Ну, в последнее время, когда работаю, перестала существовать работа. Maybe 6 years. 6 years, didn't you? 6 лет. Okay, you just introduce these Ты nice представляешь sportsmen, спортсменов. and you guys just talk a little bit about И вы, парни, просто поболтайте. what you'd like to do to be healthy, О здоровье, о том, что вам нравится делать, чтобы быть and maybe здоровым. some changes that you made in your И, life. может быть, про какие-то перемены в вашей жизни, Just которые for example, произошли. yeah? Например. But in the beginning, just introduce А them and вначале say ты the их name, представляешь, называешь их имена talk a little bit, la 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 la, just to make an energy и connection. создаешь приятную атмосферу. So originally she has only one friend, now she has 4 friends. То у нее был только ты, как друг ближний, а теперь у нее еще 3 друга. Начинать? Да. Я тебя хочу познакомить с моими новыми друзьями. Это Василий. Он очень любит бегать. И если тебе будет скучно, то он будет бегать тебе за хлебом. Это Иван Иванович. Он просто обожает носить тяжелые вещи. Он тебе обязательно сможет помочь носить твои вещи, может быть, тебя, если захочешь, может, на руки взять, да, правда? Это Игнатий. Игнатий очень любит смотреть спортивные каналы. Если тебе будет скучно, то он может с тобой посмотреть, например, биатлон. Да. И тебе будет намного интереснее с ними общаться. Давай вместе не только сегодня посидим, но можем еще куда-нибудь сходить. А что ты хочешь сейчас? Исторически. Ну, можем еще пообщаться. Можно вкусно поесть, правда? Ребята, что вы любите есть? Я фрукты, овощи, такой вот здоровую пищу очень. So the guys, maybe you just also jump in and say something to her, make friends. Парни, да, скажите ей что-нибудь, подружитесь с ней. А я устал смотреть сериалы один. Мне бы так хотелось с кем-нибудь. Какой вам нравится сериал? Ваш любимый сериал? Любимый сериал? Организован. Организован. Это мой любимый сериал. Когда мы сможем посмотреть следующую серию? Я вам на флешке запишу, друзья, с утра до вечера смотрите. Бабуль, ты знаешь что-нибудь о биатлоне? Что это такое? Знаю, что с луком связано. С луком, с овощами. Это интересно? Это классная штука, на самом деле. Да. Вообще мне прям нравится. Вот. Фантастика. Вот. Классно. Мы можем попробовать вместе. Да. Вы не знаете, стреляющие. Да, кто-то из парней может быть мишенью, как вариант. Good. And then you also say something too. А я хочу пригласить вас в вегетарианский ресторан. Мне скучно очень одному там постоянно обедать, ужинать. Вот. Нужна компания, поэтому приглашаю. Там вкусно готовят? Там отлично готовят, там сыроедческая, вегетарианская кухня, просто замечательные всякие соки, смузи, шейки. Это сложные слова для бабули. Да. Смузи хотелось бы, конечно. Смузи это вообще это просто урок. С тобой смузи можно. Okay, good. Nice. Okay. So this is you have. How are you feeling with these new friends? Как ты себя чувствуешь с новыми друзьями? Starting in the right direction. Мне Yeah? приятно, столько внимания. So much attention. Everybody's inviting me. So she's already feeling like something has grown a little bit bigger in her life. Она уже чувствует, что что-то расширилось в ее жизни. Because remember, even one new friend, Даже один новый друг, just one, только один, can change somebody's life. может изменить жизнь. Now, in this case, there's 3 new friends, А здесь 3 новых друга. and they've all understand something И они все что-то поняли в жизни. that
raising her base energy. И что нужно помочь ей поднять ее базовую Will энергию. give her 2 rewards. И это даст ей аж 2 награды. One, she'll feel better, Одна — это хорошее and самочувствие, she will get rid of an addiction. а второе — избавиться от привычки. This is the way to start. Вот так нужно To начинать. find connection and help to raise the person's base energy. Найти контакты и помочь человеку поднять базовую энергию. That is important. Очень важно. As the base energy starts rising, И когда эта энергия начинает расти, addictions problems disappear. тогда сами собой исчезают всякие It's зависимости. like if you're in the middle of the forest, Это если вы в лесу гуляете, summertime. летом, So this is an example in the Urals. на Урале, например. If you mosquitoes everywhere, И комары повсюду. you need to find a mountain Вам нужно найти гору, high enough достаточно высокую, where the mosquitoes get too cold. где комары замерзают. Until you get high enough up, То есть пока вы не доползете до вершины, no relief. то вам легче не станет. Now, it's the same with drinking. You have to find a way to get the base energy away from all the swamps and all the places where the mosquitoes grow. То же самое для базовой энергии. Нужно поднять ее с уровня болот и прочих затхлых рек, где комары кишат. Depression happens, Депрессия происходит, drinking happens, drugs, when people are fighting themselves. когда люди борются сами с собой, ругают сами себя. And their Поэтому они energy пьют. is not in a flow. И энергия не течет, That не tension. движется, напряжение. One part yes, one part no. Одна часть внутри говорит «да», другая говорит «нет». Makes people want to go away from that И world. тогда человек хочет избежать этой борьбы. Who knows that you had like parents or some friends you were around that were fighting all the time? У кого родители, например, или друзья постоянно ругаются? Yeah, who had that situation? What does it make you do? It makes you feel like I want to be away from those people, Вы right? чувствовали, что вам хочется избежать из этого ада. Yes, who felt, wow, I just Кто need to get чувствовал, away. что Yeah? мне нужно от этого валить? The same thing happens И то же самое when происходит, you are fighting yourself. когда вы ругаете сами себя. You want to even get away from yourself. Вы тогда хотите сбежать сами от себя. And nobody's shown you how to transform the fight. А никто не учил вас трансформировать эту борьбу, So you want to escape yourself. и вы сами убегаете And от себя. drinking cigarettes and drugs is all a nice way. Yeah? Алкоголь, сигареты и наркотики — вот они пути. It's not much work. И работы никакой You не just надо. put the glass in your mouth. Стакан в рот. How much energy does it take to put a glass? Almost Сколько nothing. усилий нужно для этого, чтобы стакан поднять? So Не нужно. people choose it Поэтому люди это и выбирают. because it's easy. Это легко. And also a main reason because nobody showed them there's anything else that they can do. Просто никто им не показал, что есть другие пути. So one of the things that helps people a lot. Итак, что помогает людям? Let's say, for example, Например, let's have you come stand up here. Yeah, just for example. Let's say that she is our drinker. предположим, что она пьет. Let's say, for example, that she is, and it's not her problem. Предположим, что это она, это хотя это не ее проблема. Her problem was that people that she loved Ее drank. проблема, что те, кого она любит. But let's just say, for example, that it's Anna. Но сейчас для примера предположим, что это она. And, you know, you want to do something to raise her base energy. И нужно сделать что-то, чтобы поднять ее базовую энергию. Come stand up for a minute. One way to do that, Один из способов. come by her side. Come by her side. Come stand by her. Рядом с ней. Is just to take her on a walk. Take her hand. Один из способов взять ее на прогулку. Just to, it can be in the forest. В лес. It can be shopping. А может быть в магазин. Some place that you're getting the person to walk and move Где their человек legs. движется и передвигает ноги. Okay, just for a moment, close your eyes and see how you feel На right now. секундочку, закрой глаза, почувствуй, как ты себя сейчас ощущаешь. Just feel that. And then take her on a walk. И теперь отправляйтесь на For 1 прогулку. minute, just take her on a walk. Отправляйтесь. Start slow and sometimes find some reason to go fast. Иногда ходите медленно, иногда быстро. Ни с того ни с сего. Keep going. A Продолжайте. little more. Keep going.
Okay, come back. How are you feeling? Как ты себя чувствуешь? Do you like walking? Тебе нравится ходить? Да. She likes moving. Ей Get, нравится get the двигаться. person moving. Пусть человек Thank you. You двигается. can both sit down. Yeah. Садитесь. So, finding a way to get the person moving. If you can get the person walking and moving on the legs, the best. Человек гуляет, ходит, это лучше всего. Another thing that you can try to do, Что еще вы можете if you сделать? can't get the person, it's too cold, it's winter, Если холодно, зима, get them some project where they have to move their body a little bit. что-то нужно сделать такое, чтобы они дома двигали ногами. Find something, yeah? Найдите что-то. Cleaning something, yeah. Например, они Doing могут something, что-то yeah. делать, убирать. Just, maybe it's your uncle who's drinking, yeah? Может быть, у тебя пьет дядя. Tell him, hey, Скажите ему, let's clean the house. давай уберем, сделаем генеральную уборку. Let's just make the house nice. Пусть у нас дома будет чисто. Help me. Помоги мне. And then I'll take you out to dinner. И потом я тебя приглашу на ужин. We'll go shopping. Или в магазин. Find someone just to get the person to move energy. Energy that's moving transforms faster. Когда энергия движется, она трансформируется гораздо быстрее. Now, I know that many of you want to know about how to get rid of the anger that's the root of all of these У многих из вас problems. вопрос, как избавиться от гнева, который корень всех проблем. And many of you would hope that there's no emotion stuck inside you. Nobody's happy about understanding that they have emotions stuck inside. Многие надеялись бы, что у них ничего, никакие эмоции не застряли внутри. That comes like a mood sometimes, То yes? есть это выходит из нас как перемена настроения. So this is why when I see Lalif, Поэтому, когда я вот вижу Лалиф, I understand if she does like emotional я fitness понимаю, что если она будет заниматься эмоциональным фитнесом 1 hour a day, в течение часа каждый день, every day for 3 weeks, каждый день 3 недели, she will feel a lot better. она будет чувствовать себя гораздо лучше. What are different techniques that you can use? Какие можно использовать упражнения? Simple ones. Очень простые. Once you've got somebody understanding that they want to try something, yeah? Если человек действительно готов что-то попробовать. Very simple. Все просто. You can. A lot of people who drink have a high blood pressure. У многих, кто пьет, высокое кровяное давление. Yeah, they have a circulation problem. They have У них something. проблемы с циркуляцией So крови. you can just teach them like a spinning with the Вы arms. можете Yes? научить их упражнению просто крутить рукой. Everybody just try to spin your arms. Попробуйте покрутить Just рукой. that kind of exercise level. Yeah? Упражнение просто. Make a little fun, yeah? Физическое. Спиннинг. Yeah, that's good. Yeah, just a little bit spinning, and then spin the other arm. А теперь другой. Spin the other arm. See, you learn at the speed that you get somebody comfortable. То есть вы просто работаете с человеком с его скоростью. That's pretty easy, Это yes? легко. Yeah. So now, Теперь, usually your strong arm. Who's right-handed? кто здесь правши? Правши. Who's right-handed? Your strong arm Сильная ваша is рука, associated with more the anger and the rage. она связана с гневом и On яростью. your weak arm А слабая рука, is a lot more of the pain, the она broken больше side. связана с болью, с нашей сломанной стороной. So this time, Теперь, when you move your strong arm, когда вы будете двигать своей ведущей рукой, make sound издавайте звук of rage release. злости, выражаемой злости. Yeah? Are you ready? Готовы? Lalif, are you ready? Лалиф, готова? Go. Thank you. Looks nice. Классно выглядит. You're starting to smile more. Вы начали больше улыбаться. Yeah, you're starting to smile more. Now, there's also your other arm. А также есть другая Make the рука. sound of pain, sadness, and sorrow Вы coming out. издаете звук печали и грусти. Get ready and go. Good. So you can do this standing up.
Вы можете это делать You can do стоя, it sitting down. можете сидя. If you do it standing up, it's very easy, yeah? И легко делать это стоя. Now, I'm going to show you many more emotion techniques. Я сейчас покажу вам много разных But техник. before that, so when I look at your big, beautiful Когда я смотрю eyes, в твои большие красивые глаза, I see a lot of depth, a lot of я вижу different глубину. But a question I have is, do you get listened to enough? Like what I call intimate listening. But except for your husband, is there somebody who's listening to you deeply in your life, where you feel that there's at least a few people you can talk to deeply? Достаточно ли людей, с которыми ты можешь именно глубокий разговор вести? Помимо твоего мужа, которые слушают тебя по-настоящему. Да, у меня есть еще друзья, действительно настоящие, но они, к сожалению, все просто живут далеко в Москве, а я очень редко могу добираться в Москву. Вот. I have friends, but they live far away from me. So you're not getting enough day-to-day contact. То есть поэтому у тебя нехватка контакта каждодневного. Look around the room for just a moment Посмотри на людей. and see who И кто, you would like for a new friend. с кем ты хотел подружиться? Just, I know many, but just choose one person. Выбери пока одного человека. Just for example. Я бы со всеми хотела подружиться. Это понятно. Выбери сейчас пока одного для начала. Ну вот, с Леной я вроде уже дружу. Наверное, с кем-нибудь без мужского пола. Amen. That's the important thing that interesting. Это важно и интересно. Because she's very spontaneous, courageous person. Она очень спонтанный и мужественный человек. And so even though she has a beautiful husband, И несмотря на то, что у нее прекрасный муж, she likes context that supports the yin-yang balance. ей нравятся разные контакты, которые поддерживают баланс инь-янь. And most people, their yin-yang is not in balance. И у большинства людей этот баланс нарушен. Now, I know her husband, Vladimir. Ее муж Владимир He is a very special kind of a guy. очень необычный человек. Jealousy is not his problem. Rевность не его проблема. He has a big heart, an У open него heart. огромное открытое сердце. Where many husbands would be jealous that my wife has somebody else also who's a man who's a beautiful friend. Многие бы стали бы злиться, что как это у нее друг мужчина. Vladimir is different. Владимир другой. He's, wow, a friend of my wife's is a friend of mine. А он говорит, что друг моей жены – это мой друг. And then they both marry. So just choose one person. If you want it to be a man, then you have like choice right У тебя here. есть выбор. Так это как-то очень сложно. Ну, не знаю. Just, you might not know, but just point your finger and choose one. Укажи на одного. Ну, пусть тот, кто ближе сидит. Okay. Okay. So come sit right next to her husband so that they can see you. Yeah, come sit next to the husband. Садись рядом с Володей, чтобы камера могла посмотреть. Уже He разволновался. gets nervous about husbands. Волнуется при мужьях. Just go a little closer. И поближе чуть-чуть. So because you want to talk to her. So sit are you sitting Тебе comfortable? удобно? Is that comfortable for you? Комфортно тебе, да? Okay. So what he's going to do, and it doesn't matter who it is in the demonstration, but there's a technique of meditation listening, И сейчас они покажут упражнение «Медитативное слушание». which he's going to demonstrate. Как раз он So продемонстрирует. just in this moment, just Lalif is going to talk. И сейчас Лалик говорит. And you can talk about anything you want. Ты говоришь обо всем, что And he's хочешь. going to be there. А он слушает. People who drink, Люди, которые пьют, it might not make much sense what they're saying может быть, то, что они говорят, не имеет большого смысла, when they're sober, когда они трезвые. but they need time for somebody to listen. Но им нужно время для того, чтобы кто-то послушал. You don't have to agree. Можно даже не соглашаться с ним. Maybe you'll never Может agree быть, вы никогда с этим не согласитесь. because right now their energy level's not so high. Сейчас их уровень энергии But низкий. as their energy level gets А higher, когда она будет расти, what they talk about will be different. даже то, о чем они говорят, будет So, отличаться. so if you just talk to him, look at him, and tell him anything that you want to know. Много чего такого есть в жизни. Вот, например, мы с ним как-то пытались с моим мужем делать музыкальную группу. Но что-то у нас ничего это не получилось. Ну, как бы
желание осталось что-то хорошее сделать. And if you try to look at him sometimes. Смотри на него, да, иногда. Ну, мне кажется, ничего у нас не получится хорошего. У нас есть несколько записей в интернете, ВКонтакте. Но потом я простудилась и поняла, что больше не могу петь. Вот. И немножко досаду об этом. Так я об этом не думала, но досада какая-то из-за этого осталась. И как-то много чего хорошего, сказочного из жизни, ну, ушло почему-то. Все, что раньше казалось хорошим, прекрасным, все становится каким-то таким обыденным. Вот я думаю, смотрю на других людей, они же находят в себе какие-то цели, какой-то смысл. Мне кажется, все интересно. А я, к сожалению, разучилась чувствовать интерес. Вот. Все, достаточно? Или еще что-нибудь сказать? That's good. That's nice. How does it feel to you to be able to talk to him? Как ты чувствуешь себя, говоря с ним? Я не знаю. Как-то... Ну, ты второй человек, понимаешь. I don't think so. Не думаю. Yeah, let's ask him. Давай его спросим. How does it feel when she's talking Как to ты you? чувствуешь себя, когда она говорит с тобой? Да нормально вполне. Слушателем чувствую. I feel listening. Tell her that you like to listen to Что тебе her. нравится слушать. So you give her some Мне compliment. нравится слушать тебя. Tell her you like to hear more. Продолжай в том же духе. Что-нибудь еще сказать, да? Just say a little bit more. Скажи еще немножко. Because he likes to talk. Ему нравится тебя слушать. Ну вот раньше мы еще в алкоголизме участвовали. Там я со своим мужем познакомилась. Много делали разных ролевых игр, на игры ездили. Там. Потом даже после того, как со мной эта штука с электричкой случилась, все равно мы продолжали делать игры. Я там любила писать всякие сценарии, потом созывали друзей и устраивали, значит, какое-нибудь ролевое действие. Вот. Но последний год что-то мы этого не делаем, и что-то как-то тоже нет настроения, все стало уже каким-то таким, терялось. Okay, very good, very good. So this is an important technique Это очень важная техника. for people who drink. That you Для can людей, just которые пьют. be, at some points, active listener. Чтобы люди могли поговорить с кем-то, и другой человек был просто активным слушателем. And then at some point, И в какой-то момент you have to talk back. You have to say something to her too. ты скажи ей что-то. You have to find the balance. Найдите баланс. You need to learn how to give the space to be an active listener. Нужно учиться давать другому пространство, быть активным And слушателем. also how to give something back from yourself. Но в то же время уметь дать что-то со своей стороны. Otherwise, the person feels that you're not interested. That Иначе you're just- другой почувствует, что вы не So заинтересованы. tell us something now about you. Теперь расскажи о себе. Хотелось бы вчерашнее событие отметить. Хороший очень семинар, так и добрый был. Вот, как людям легко, когда они вот именно как-то могут без всяческого повода сблизиться и вот отлично там обниматься просто и общаться ни о чем. Вот, но это вот впечатлило меня. Вообще рад, что ты нашла вот, в себе силечку огромную, вот, пришла, все посмотрела, так сказать, поучаствовала. Lilith, how does it feel when he talks to you? How does it feel? Как ты чувствуешь себя, когда он тебе рассказывает что-то? Ну, чувствую приятную энергию. An energy circle. Да. So Цикл энергии. one of the things that's important is learning how to be an active listener. Итак, что важно? Учиться быть активным So it gives слушателем. each person the time to talk and talk longer and be understood. And now he's talking back and she's enjoying listening. Чтобы у каждого было время поговорить и быть услышанным, понятым, и теперь его очередь, и ей нравится его слушать. So many times if you're going to help somebody who's drinking, you have to first be the active listener. И часто, когда мы помогаем человеку бросить пить, мы первыми будем активными Or the слушателями. person on drugs, yeah. Или если They don't have space just to have you come and la 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 la. They need to do that first. им нужно сначала поговорить, чтобы у них было пространство свое. And then you can hear at a certain point she said, but I don't know how it is. She wants to then know how you're doing. И она, когда рассказала про себя, ей уже хочется послушать про тебя. That's important for the
connection of trust. Это the важно connection для of отношений love. доверия, отношений любви. Learning how to be with somebody. Учиться быть с кем-то. Now, one of the things that's blocking a lot your ability to be with people, as we mentioned before, one of the root causes for all the problems is repressed anger. Что блокирует наш контакт с людьми и является корневой проблемой, это подавленный гнев. So, just everybody find a partner or in groups of 2 or 3. И сейчас каждый найдите себе партнера This can be one group, it can be another group. или группу из 3 человек. And we're going to do a few different techniques, yes? Сделаем несколько упражнений. You stay there, right there, that's good. This emotion release technique, Итак, это упражнение по эмоциональному освобождению. very simple. Очень простое. You're going to box Вы будете боксировать воздух and scream, и кричать. okay? You try to do this for like 30 seconds or 1 minute at a time, Делаем это 30 секунд или минуту. as intense as possible, Максимально интенсивно. and then rest. И отдыхаем. So when it's time to stop, you just close your eyes and rest. Поэтому, когда время остановиться, вы закрываете The глаза work и is done, and then отдыхаете. you rest. Работа сделана, вы отдыхаете. We're going to do it 3 times. Мы сделаем это 3 раза. Get ready. You can look at your partners. Посмотрите на партнеров. The bigger the sound, И чем громче звук, the faster you stop drinking. тем быстрее вы бросите пить. Get ready. Раз, два, три. And second time. Второй раз. Yes. And then the last time. И последний раз. That's a very good technique and a way to very quickly release emotions. Это очень хорошее упражнение, чтобы быстро выкинуть эмоции. Another very nice way, И еще способ. because people are different. Люди ведь все разные. You have to experiment. Нужно пробовать разные. Another very nice way is sitting back to back. Вариант, мы садимся спина к спине все. So you try to sit one on each side of the leg. You can come to the other side. Касайтесь спины. Okay, now in this one, Итак, в этом we're gonna do something interesting experiment. будет интересный эксперимент. We want to try to open your happiness. Мы попробуем открыть вашу радость. Opening your happiness is very good for problems with drinking. И это очень помогает с проблемами алкоголя. But let's experiment, see if we can see what's actually stopping you from being happy. Но посмотрим, что мешает вам быть счастливыми. So first 3 tests Сначала тест. are to laugh as strong as you can.
Ваша задача будет смеяться happy sounds. и издавать радостные звуки, как Get двигаетесь, the energy of happiness flowing through your body. чтобы энергия радости пошла через ваше тело. Get ready? Раз, два, три. Close your eyes. Закройте глаза. 2 more chances. У вас будет еще 2 шанса. Go. One more time. И еще. Use it really good. Get ready, go. Keep your eyes open for a minute. И глаза открыты. Who noticed Кто заметил? that your energy when you're expressing anger is much stronger? Кто, когда выражали гнев, ваша энергия стала сильнее? Yeah, raise your hand if you Кто noticed. почувствовал? The energy of anger was much stronger. Действительно, когда вы выражали гнев, вы были сильнее. Use it, ask a question. Тогда вопрос. How, if my energy of anger is much stronger, can I use my energy of anger to help my happiness? Как помочь моей энергии гнева, которая сильнее, открыть мою энергию радости? Let's experiment. Поэкспериментируем. Energy of angry. Итак, злость. Go. Злимся. Okay. Bring your totality. Перенесите сюда свою Energy тотальность. of angry. Итак, Go. снова гнев. Now this time, И теперь, when you hear the clap, когда вы услышите хлопок, I won't say stop. я не буду говорить. I'm going to say change. Я скажу So you переключайтесь. go straight from energy of anger То есть из злости to energy of happiness. сразу переключитесь в радость. Let's see Попробуем. if there's any difference Посмотрим, есть ли разница between that very quiet, a little bit boring happiness that между you're вот showing этим скучным таким смехом, and when который you вы move from показываете, that wave of anger and shift it toward и happiness. то, как получится, если мы пойдем от волны гнева сразу в радость. Ready? Energy of angry. Go. Итак, злимся. Раз, два, три. It's amazing, but just like 2 minutes later, you look so much better. Да, удивительно, но через 2 минуты вы уже лучше гораздо Just, выглядите. it's almost impossible for you to understand Трудно это понять. how much of your life is put into the bottle from anger. Сколько нашей жизненной энергии связано с тем, что мы подавляем гнев. It is a big bottle. Yeah. И засунуто в бутылку и запечатано. You want to be able to release your anger. Нам Yeah? нужно высвобождать гнев. So right now you're in a nice position. You're sitting. You can box and you can also kick at the same time. Сейчас вы будете и боксировать, и брыкаться одновременно. Get ready and go. Now, who wants to come for a demonstration? Кто доброволец, на ком я Wants to покажу come for a упражнение? demonstration? You want to come for a demonstration? You want him to come? So, okay, both of you together. Давайте вы вдвоем. Okay. Now,
they're going to do this standing up, but this is a very interesting thing. Итак, они будут делать стоя очень интересную вещь. Say your name for everybody. Как тебя зовут? Саша. Sasha, I wish you good luck. Да, мы желаем тебе удачи. You're going to do one of the most dangerous exercises in the world. Одно из самых опасных упражнений в мире. You're going to try to get a woman to shut up. Ты попробуешь сделать так, чтобы женщина замолчала. О, нет! Oh, only kidding, only kidding. Actually, you're not trying to get anybody to shut up. Нет, ты не будешь этого пытаться сделать. That's not a positive way to live life. Это действительно не позитивный It способ doesn't help проживать them, жизнь. it doesn't help Он you. никому не помогает. So in my world, that word almost never exists. В моем мире этого не существует. What you're going to do, Что вы на самом you're деле going to будете give делать? her your hand so she has some resistance to push against. Ты просто дашь ей сопротивление ее челюсти, чтобы она могла почувствовать So you're going to напряжение в here, челюсти. you're going to put your hand like this, and you are going to run and Ты будешь box, бежать и боксировать, и кричать. and you are going to scream, А ты тоже будешь кричать. and she's going to scream. И она будет кричать. Now the rest of you, Ну, you все остальные participate, you cheer, you give energy, yeah? участвуйте и подбадриваете. Now first let's watch the difference. You try to box Попробуем разницу. and run without the support from the hand, Сначала ты будешь бежать и кричать без поддержки челюсти. and see how the intensity is, and see how it changes when Sasha supports you. И посмотрим, как это изменится, если Саша будет тебя поддерживать. Okay, you clap the first Ты time. будешь Okay, хлопать get ready, go. в первом заходе. Good. Nice. Very good. She's like a wild horse waiting for the force. Very good. Дикая лошадка. Now, and what she did first was she demonstrated a very important technique, И она which is the показала очень важную технику. free running release. Бег и высвобождение эмоций. Do this 4 or 5 times a day, 4-5 раз в день надо это 30-40 делать. seconds. По 30-40 секунд. Remember, the expressing of anger when you're not throwing it on somebody else Помните, что выражение гнева, когда вы его ни на кого не выплескиваете, is a huge energizer. он дает вам огромную энергию, It is a huge energizer. невероятную энергию. You can use the expression of anger for positive. То есть вы можете использовать это для It does позитива. not have to be a destructive. Выражение гнева не обязательно должно быть If you can деструктивным. express anger in techniques, it's a huge energizer. То есть если вы используете его в техниках, то это действительно дает вам So if энергию. you're a boss at work Например, начальник на and работе. you give your company 5-minute anger expression break, И вы это начальник, и вы даете своим сотрудникам 5 минут на выражение гнева. you'd be a lot richer То есть вы станете богаче гораздо. because they're not fighting themselves, they're not carrying all this Эти люди inside. не будут таскать в себе все это. And there are actually companies that do that. Some in Russia that we've worked with, they do it a lot in Germany. Некоторые фирмы, с которыми мы работали, делают это. Okay, now, there you go. So you push. А You теперь push, ты like you're pushing, like, толкаешь челюсть. yeah, you're pushing, yeah? So there's actually some companies in Russia that do this with their employees. They have emotion release. У некоторых есть такое на работе. A lot of companies in Germany. Yeah? И многие здесь компании в Германии. It's more new in Russia, but Это для России пока новое. you know about business trainings, you know, but emotional healing trainings, emotional balancing trainings. То есть тренинги по эмоциональному балансированию. Yeah, I was leading one of those trainings myself in China, and it Я был такой brings тренинг the в Китае, whole company together as a bigger team. и вся команда становится, компания становится командой. Are you ready? You make sound with it. Everybody else help us. Get ready? Все хлопают. Я бегу? Да. Go. Run it. Face this way just a little bit. Yeah, that's good. Okay, get ready. Okay, go. Nice, good. That's good. Okay. And now stretch yourself out and just stretch yourself a little bit. See how you Просто растянись. just see how you feel. Потянись. Just take your arms like
Stretch your arms and take a few deep breaths. Сделай несколько глубоких вдохов. See if you feel some more space. Keep your eyes open. Just И глаза открыты. Почувствуй, больше ли пространства внутри. feel like without Как ты spacing себя out. Just чувствуешь? enjoy. Like just Не отметай никуда. stretch your body and see how that feels. Like Почувствуй. what's the feeling inside you right Какое now? ощущение внутри тебя? Свободы и ощущение спокойствия. Free and relaxed. Free and relaxed. So quickly, yes? Очень быстро. That's because the success with this is totality. Здесь ключ к успеху в тотальности. Short breaks Короткие перерывы. of expression. Short moments of expression, but totality. Выражение на короткий промежуток и отдых. So you don't go ask the person who has a drinking problem to go run 2,000. Вы же не можете заставить человека, который пьет, бежать сразу 200 You километров. don't make them go run to Novosibirsk. Он не побежит в Новосибирск. Just 30-40 seconds Всего 30-40 секунд. is enough to Достаточно. And give each other a hug. Hugging is Обнимитесь. also very good. Обнятие тоже очень полезно. Everybody give somebody a hug. Давайте все обнимите кого-нибудь. Give a hug. Everybody give a hug to somebody. Обнимаемся. Okay. So, different kinds of emotion expression. Разные способы выразить эмоции. Let's bring both of you come together. И вы идете сюда. Agni and come together. Eric, come together. So just for demonstration, this is back-to-back, boxing back-to-back Вы standing. становитесь спина к спине. Okay, very short, very intense. Everybody else clap И and все help хлопаем, them поддерживаем. for emotions. Different techniques right now for how to get out anger. То есть разные сейчас And упражнения you can do показывают. this with disco music at home. Get Вы ready? можете дома это делать под Let's диско. go. Very good. Naturally, they don't want to stop. Они Yeah. тоже естественным образом не хотят остановиться. Now, something very else important is to be able to kick out the negative emotions in your legs. Также важно научиться выбрасывать эмоции из ног. Come here like this. Okay. Just when you kick and let out negative emotions. И выкидывать негатив. Get ready? Будьте готовы. Go. Now, who noticed Кто заметил, that they're not so good at making expression with their legs? что они не очень хорошо выражают Who ногами? notices they're a lot more quiet? Кто заметил, что они стали тихими какими-то? They need a little help, yeah? Им нужна помощь. Why don't you come up and help? Давай, мне поможешь. You can come on this side, yeah. Ты с этой стороны будешь. Okay, yeah. Because he's a little shy, yes? Он немножко застенчивый. Is that right? Да? Есть такое. Yes. Yes. And basically, it's how many years of your life you've been facing alcohol Сколько problem? лет в своей жизни уже проблемы с алкоголем? Ну, я где-то начал серьезно с 25 лет, то есть 20 лет. 20 years. 20 years. Shyness, Застенчивость. you'll be surprised. Вы удивитесь. They have in movies, they show the person who's very shy. Показывают в кино таких стеснительных людей. That's in movies. Это в кино. But deep down, В глубине shyness means a big mountain of repressed anger. застенчивость означает огромную гору подавленного So, гнева. if your children are shy, Поэтому если у вас стеснительные or застенчивые somebody you дети love, или любимые люди, spend some time. проведите с ними время Bring them into some emotional freedom of expression. и дайте им возможность выразить эмоции. Do some emotional fitness work with them. Поработайте с ними, эмоциональный фитнес. Otherwise, that means that there's a lot of anger inside toward themselves. Иначе они направляют на гнев на самих себя. Let's just ask him for a minute. Давай спросим тебя. Was somebody shouting at you or drinking when you were a child? Когда ты был маленьким, кто-то кричал на тебя или пил в твоем окружении? Но отец у меня умер
когда мне было 5 лет, но он был выпивающий, но не сильно. My father was drinking infidel when I was 5. Но мать так сильно не пила, мать не пьющая. Mama was not drinking. Но у матери были любовники, которые пили. But she had lovers who were drinking. So there's going to be a lot of shyness. The father drinking early age and then dying, he's got a shock. Да, много шока внутри. Отец пьющий и умирающий. Because you can always do this in groups of 3 or 4. Вы можете эти упражнения делать в группе. Okay, are you ready? Готово. Yeah, you think you can wake him up a little Можешь его bit? пробудить немножко. Yeah, you're in a very lovely green shirt. Это очень красивая Color with a lot of energy. Этот цвет, у него много энергии. You think that these two can wake you up? Как думаешь, они пробудят тебя? Я надеюсь на это. Let's see. Ladies, Девушки, use your totality. тотальность требуется. Everybody help him. Go. Very good. Now, nice. So, some simple techniques. Let me use both of you for this one. Давайте вас двоих. He tries to lift his arm up, Он пытается поднять эту руку, and you prevent him. а ты ему не даешь. So that there's a resistance То есть есть сопротивление. that goes against the heart muscle. И оно будет And you work активироваться in a team. So you keep мышцу. the arm in this position, you try to lift up, you Ты try to пытаешься lift down. поднять руку, а она тебе не дает. Okay, and scream. И кричишь. And run. И бежишь. And you scream with him. А ты Yes? кричишь вместе с ним. Get ready? Раз, два, три, go. Now, when you do this, you notice she kept his arm down here. No, keep the arm in this position. Держи руку вот так. So try with me for a minute Попробуй со for мной. demonstration. Okay, my arm is here. You push down, but don't push it all the way down to where I can't lift it up. Keep it in this position. You push, and I push. Okay? Ты толкаешь, и я толкаю. Push. Толкай. Keep in this position. No, that's too far. Это слишком сильно. Only keep here. Yes? Да, давай до этого уровня. Like if I'm stronger than you, I don't go up like this. Просто если я сильнее, я не буду сильно You keep поднимать. in the Давай center держи в position. одном уровне, центральной When позиции. it's in the center position, it works on the muscle of the heart То different. это активирует мышцу груди. If you push his arm all the way down, Если ты опускаешь мою руку, then it's mostly just the shoulder. то это просто плечо тогда работает. So it's very important to stay with the instructions of the technique. Okay? Инструкцию четко соблюдать. Keep your arm straight and run. Держи руку прямо. And she's strong. I mean, this is nice. And many times the partners that you will have are stronger than you or you're stronger than them. И So часто будет так, что партнеры сильнее вас или вы that's сильнее. not a word. Okay, I'm stronger than you. I push your arm down. Or I'm stronger than you. I keep it up. Не надо тогда прижимать руку слишком. Stay exactly in the middle. Давайте останемся посередине. Go! You notice he's energizing. Да, он уже полный энергии. Now, she likes it, huh? А ей нравится. Be nice if your husband comes home from work, he's in a bad mood. You can just do 10 minutes techniques and Да, муж pick him пришел up. с работы, в плохом настроении, сделать 10 минут упражнений с ним. It's all good people in the world. People in the world are all good, but sometimes they just don't know how to get rid of the negativity in their heart. Все люди в жизни, в мире прекрасны, просто они часто не знают, как выкинуть негатив из сердца. Go. You push down this time. Итак, ты Go. теперь давишь And you вниз, hold а up. она не Okay, дает тебе. go. Very good. Thank you. Give each other a hug and you can sit down. Now, if they had a machine Если бы была машина, to measure rage,
Для того, чтобы измерить уровень you could see злости. how much rage went out in just those last few minutes. Вы бы увидели, сколько злости вылетело всего лишь за минуту. Who could feel a lot of rage coming out? Кто чувствует, что много злости выходит, поднимается и вылетает? Very simple techniques. Простых упражнений. Very quickly, Очень быстро. a lot of rage comes out. Много-много ярости. A lot of rage comes out. Полно. So we're going to do one more technique, and then you'll have a short break. Мы сделаем еще одно упражнение и маленький перерыв. This technique is a nice technique for mother and child, father and child, Хорошо подходит mother and father, boyfriend, girlfriend. для пар, родителей, детей, мужей, жен. So let's bring you for demonstration. Now, this is not only for people who drink. Это не только для тех, кто пьет. It's also for the relatives Это to также do the для technique. родственников. And then you, Leaf, you can also do it with. Ты можешь делать это с Володей. Yeah, you can do it together. So you can lay down for this И technique. тогда ты ложишься для этой техники. Yes, and you. Let's bring. Are you ready to be in a technique? Готов? Пока нет. Not ready. Okay, let's bring you out here. Yes. Okay. So this is very simple, beautiful emotional expression. Это отличное выражение And you эмоций. both lay down too. Вы оба You can ложитесь. stay there when you lay down. Put your heads here. Each of you has a pillow. We need a pillow. Итак, у каждого будет подушка. And then you're both going to be here. Вы ложитесь здесь, головами сюда, ногами туда. Рядом. Okay, and they need some cushions for their hands. И дайте им, пожалуйста, подушки под руки. Okay, now how you work in this technique Итак, как это упражнение делается? is the first moments you are gonna bend your knees Сначала вы согнете колени and you're gonna do some butterfly breathing. и будете дышать как бабочка. Every time you breathe, you open your legs. При каждом вдохе вы будете открывать колени, Breathe out, one breath, open legs, breathe in, а при close the выдохе legs. закрывать колени. Okay. And Lalif, you can just do normal breathing because your angle's not Лолив, ты good. просто дышишь. Okay. But later you open your legs in butterfly Володя, breathing. ты тоже делаешь бабочку. Okay. Take your hands together Итак, возьмите за руки, and just open your mouth откройте рот, as wide as you can. как можно Nice. шире, Yeah, and breathe. и дышите. На вдохе Deep and slow. Yes, open на and вдохе closing your legs. открываете, на выдохе закрываете. Глубоко и медленно. Okay, and then you can rest the breathing for a И теперь moment. отдохните минуту. The next part, you take one leg back and forth, one at a time, Вы поднимаете ноги поочередно и and ударяете making steps стопой об пол. like this. Согнётся, One leg back and согнутые ноги. forth, Вот. back and forth, into the ground. One leg, По очереди. Каждый ударяете и полной стопой ударяете об пол. left, right, left. No, no, no. You have to move your whole leg. And keep your legs up. Keep your Всю legs up. ногу поднимаете. That's okay. No, no, you can do it. You're here. You can do it. You can work. Okay. It's just you have a block in your leg energy. You need to move it more. Если блок в ноге, то надо двигать ногой побольше. Move it more instead of. Okay, and then you take it at the same time. You take your arms back И and теперь forth. одновременно еще и руками вверх-вниз по очереди. Not Не-не-не, по подушке. one at a По time. подушке. One at a time. По подушке. Okay, take the least hand. Keep your hand together with her. И держи его за руку. Делайте это вместе. Yeah, so you're doing, okay, go up and down. Okay. And you open your mouth Откройте руку. and do it as fast as you can and scream. И теперь делаем быстро и кричим сюда. Go, 30 seconds, go. Good, and rest. Okay. Now you can do this a few different times and then you rest and you breathe. This very quickly releases a lot of rage very quickly. Такое упражнение очень быстро кучу гнева выкидывает из вас. So you do this 3 or 4 times for
1 minute you release the rage. Вы делаете 3-4 раза. 3-4 minutes, Выкидываете breathe. гнев, потом дышите 3-4 минуты. You can repeat it 2-3 times. И вы можете это повторить несколько раз. Now, you can also, another variant of this kind of rage release is that you release the rage and then you hug each other Второй вариант, вы выкидываете гнев, потом to обнимаете, give energy through the yin-yang. чтобы дать друг другу энергию инь-янь. You release rage, hold each other, Вы освобождаете гнев For и about a обнимаете. Минуту лежите and then вместе. keep releasing the Потом rage. снова продолжаете. It's very important. There's 2 methods. Это очень важно. 2 метода. You can choose just to do the one with the butterfly breathing. Один метод может быть с дыханием бабочка. You can choose it to do with the yin-yang. Вы можете также выбрать второй You вариант. can also do this technique just by yourself. А также вы это упражнение можете делать в одиночестве. It's a very fast way to release problems. Очень быстрый путь выкидывать все проблемы. Okay. So this time you're going to do it, and then when you're finished, you're going to hug each other. You're going to do like a cycle of rage release, hug each other, then rage release again. А сейчас вы будете выкидывать злость, а потом обнимать друг друга. И так несколько раз. So when you hug each other, you both turn on your side, except Когда for вы, Vova. It's easier for you just to come over and когда вы обнимаетесь, вы оба повернетесь на бочок, кроме Володи Слоли. get ready. Будьте готовы. Everybody help them. Go, go. Ah! Feel it. And then now hold each other, Обнимитесь. heart to heart. There, Lily's got that smile on her face. Вот уловив улыбку на лице. That's it's coming, yes. Good. This is moment of meeting of yin-yang energy. Это встреча энергии. After emotions release, yin-yang energy meets very deeper and very more happy. После выражения эмоций эти энергии соединяются гораздо лучше и становятся более радостными. Okay, again, release the rage. Go, 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 go. Hold each other. И обнимитесь. Yin-yang. Good. And then come back. Come back. И возвращайтесь. Let's just check in how you're feeling. Давайте сядем и посмотрим, как вы себя чувствуете. Садитесь. So let's just take a moment just to see how you're all doing. Давайте проверим, как ваши дела. Okay, how are you feeling? Как ты себя чувствуешь? Тепло, Warm? легкость такая. Light. Не такое парение, как будто я где-то парю. As if I'm flying somewhere. As you're flying, like in a nice way? Приятно это парение? Да, конечно. Very nice, flying light, flying inside. Is this, have you done emotional release before? Or is Раньше today ты one делал of your first какие-то days? упражнения по эмоциональному выплеску? Делаю. Вот. Very good. So you have some experience that Есть опыт, it да? helps you, yes? Который тебе, ты знаешь, что это тебе поможет. And you enjoy it, yeah? Тебе это нравится. It's your first time having him for a partner. How does that feel to have? Первый раз в жизни он твой партнер. Как Strong тебе man это for a partner. понравилось? Прекрасный партнер. Хороший. Very Очень nice сложно, partner. он выбрасывает энергию свою. I can feel his energy. It's a support. Это поддержка. How are you doing? А ты как? Very good. Спасибо, отлично. Very good. Vova, how are you doing? I know the leaf is she's struggling Ты, Володя, today. я знаю, How что are you doing? Хорошо. ловить непросто. Жарковато только, ну хорошо. И быть ход. A bit hot. Good. The leaf, how are you? Как ловишь ты? Our Moscow Picasso, how are you? Слушай, сразу загрелась, мне жарко стало. I became hot. Do you like it? Тебе нравится это?
that's positive. That energy can move. Это значит, что энергия движется. So even if your body doesn't work so good, there's a lot of things that you can do. Даже если ваше тело не на полную катушку может двигаться, много вещей вы можете сделать. Главное в правильной позиции. She gets hot. Energy is moving. Она разогрелась, энергия задвигалась. I want to demonstrate some more emotional techniques for everybody, Несколько техник по работе с эмоциями, so that you have a big variety of things that you know how to do. чтобы у вас был выбор, много разных техник. So let's bring you out for a demonstration, and bring you out for demonstration. This is called the tiger in the storm. Это называется тигр в шторме. You are the tiger. Ты тигр. You are the storm, Нет, ты шторм. and you are the tiger. So you have to have your balance, like a tiger has a good balance. One leg in front, one leg in back. Четко. Одна нога впереди. You're gonna you put the hands here, Кладешь ноги сюда. and you push against the hands, А ты будешь толкать спиной назад. and keep your balance, but you push back. This is the back of the heart chakra. То есть это обратная сторона сердечной чакры. Remember that people who drink Помните, что те люди, которые пьют, have a lot of repressed energy in the heart chakra. у них очень много подавленной энергии в There is a сердечном lot. центре. So this pressing against the back of the heart chakra, Поэтому, когда вы надавливаете на обратную сторону сердечной and чакры, you box and run and express and go absolutely into deep expression, и боксируете, кричите, глубоко выражаете. emotion expression. Get ready? Эмоциональное выражение. Emotion explosion. Взрыв эмоций. Everybody clap. Help Давайте them. все хлопаем. Go, go. Wait. Let's move the cover off the floor. You're sliding. Коврик, берем коврик и смотрим. You're sliding. Yeah. You always want to have a safe balance. And then you run. И теперь Pick бегите. your feet up also. Все надо бежать теперь. Get ready. Go! Give your partner a nice hug. Обнимайтесь. Love Любовь. is important. Это важно. Free emotions Освобождаем эмоции and relax in the atmosphere of love. и расслабляемся в атмосфере. Now you're facing the storm from the front. Теперь ты лицом к Here столу. you put a pillow against the heart. Кладешь на сердце подушку. You put the pillow toward the heart. И прилагаете подушку к сердцу. Прикладываете. Hold on. Держите. Now your legs are not in position. You're a tiger. И тигр. And storm. Good. Okay. Very good. So that's another technique that you can do. Это вторая техника. You can also, Также with a pillow, вы можете подушкой right on the back of the neck. на заднюю сторону шеи. So in this position, you don't run. В этой позиции вы не бежите. You just box. Просто боксируете. Okay, but you put the pillow a little higher on the back of his head. И чуть выше подушку. Because this is where you have all this repressed emotion in your neck. Там застрявшие эмоции шеи. Okay, get ready and go. Okay. Who noticed that there's a big explosion when you get to his neck? Кто почувствовал, что у него прям взрыв, когда к шее Yeah, прикоснулся? the energy got stronger. Did you notice? Энергия стала сильнее гораздо. It got because this is right below the jaw. There's a lot of energy in the jaw and the neck. Там как раз много очень. Обратная сторона челюсти. How are you feeling? Как ты себя чувствуешь? Легче, особенно в сердце. In the heart easier.
Heart easier, yes. So this is why giving you many varieties on how to work on yourself. It's a big key for any kind of addiction, body abuse problem. Release the anger. Now, people who drink many times they feel guilty. You can say that. Okay, come sit back down. Very good. Many times they feel very guilty. Yeah, who feels guilty? A lot of times you feel guilty. Feeling guilty is a very painful feeling. It's like feeling that you've done something wrong and that you should be punished. Who feels guilty almost every day? You're feeling it like, this is meaning that, and you're not, what you can do every day to make so much trouble. Nothing. You go to bed feeling guilty. The whole night you've only dreamed. And in the morning you're still guilty. And you're all very wonderful people. Problem is that the anger got stuck from the childhood. And you did not have any clue that that's what's bothering you. Feeling guilty is connected to repressed anger. Drinking is connected to repressed anger. So is drugs. So is smoking. Shyness is connected to repressed anger. So is drugs, drinking, and smoking. Being irritated at life. Who's irritated at life? If you're angry at life, something is just... Yes. And this is connected to repressed anger. So is drinking, drugs, and smoking. It's the center, it's the root. You cannot avoid it if you want a big success. So I know many people, they get the codec or something and it works, but then afterwards they're stuck again. You have to find a way to release your repressed anger. And there are like so many ways. There's at least 30 or 40 different ways to kick and scream. Variations. So you find the ones that you like. People having problem in their love relation. Conflict in their love relation. Not being able to find somebody. Parents don't talk to children, children don't talk to parents. Parents separate. And it all gets connected to repressed anger. Drinking, drugs, and smoking are connected to repressed anger. It is your key. It is one of the most important keys. And many people know that when they stop smoking, or somebody stops drinking, they feel irritated. Or if somebody's getting off of drugs, they feel depressed or enraged. It's connected to repressed anger. The faster you want to get better, the more repressed anger you will release. What is the strongest, fastest way that you can do that? How much can you do every day? You can do in different techniques, different amounts. There's one Osho technique called Osho No Mind Meditation, where you have 1 hour of the technique is releasing repressed emotions. Just 1 hour. Every day for 7 days. And the second hour is sitting quietly. I've shown you a lot of techniques how to start to release things.
Я вам показывал техники, как начать высвобождать эмоции. Osho created a meditation, Osho gibberish meditation, Оша придумал медитацию джибериш, where you release without using any words где вы выкидываете эмоции, не используя in слов. any position, any posture, Вы можете быть в любой позе. as much emotion as you can. Главное, как можно больше эмоций. Crying, angry, Злость, shouting, слезы. gibbering sounds, everything, Добавляйте звук. for 15 minutes. 15 Just минут totally jump in. вы делаете это. End of 15 minutes, you stop, ready or not, even if there's more emotion. Даже если у вас еще больше осталось эмоций, вы You lay останавливаетесь. down on your belly Вы ложитесь на живот. and you feel yourself melting with the earth. И чувствуете, как вы растворяетесь в земле. You're 100% silent. В полной тишине. And particularly every time that you breathe out, that you exhale, you feel yourself melting with Mother Когда Earth. вы выдыхаете, особенно чувствуете растворение в этот It's a момент. very beautiful, important meditation. Очень важная медитация. If you're doing it at home, Если вы ее делаете дома, many times you have to put on some music so that the вам надо neighbors музыку don't get worried. поставить, Yeah. чтобы не беспокоились соседи. Otherwise, the neighbors will think that you getting ready to jump out the window. Иначе они могут решить, что вы не выйти из окна. So be a little careful and compassionate on the neighbors. И Yeah. сострадательны к If соседям. you, otherwise, you can go to the meditation center or where Или they have приходите в techniques. центр But медитации. many of you have to find a place to do it at Вам home. надо найти возможность сделать это, и многие могут делать Some дома. people go to the forest, Можно в лесу делать. find a place, 15 minutes, scream. Найти место и 15 минут кричать. Some people take their car and go park their car Кто-то someplace делает это в машине, and scream in the car. кричит в машине. It's not so easy to lay down in your car. В машине трудно лечь. So if you don't have a place to lay down, you can always sit the second 15 Но minutes. можно сидеть вторые 15 минут. So now, if you are smart, you'll start, and lucky, you'll start the world of Osho meditations. То есть если вы умны, и если вы чувствуете, что вам повезло в жизни, вы начнете мир Оша There are many медитации. beautiful meditations. Пробовать медитации. There's a book called the Book of Secrets, Есть такая книга, называется where they «Книга list тайн». 112 different meditations Здесь 112 техник that are медитации quiet techniques. перечислены, тихих. There's a book called the Meditation, the First and Last Freedom, А есть книга «Медитация. Первая и последняя свобода», where they list a lot of the different meditations that also have music that you can get to CDs. где перечислены много разных медитаций, ко многим из которых есть музыка на And CD. these are very, very nice, especially the ones with the music can help you with the drinking, the drugs, and the Эти smoking very медитации, quickly. особенно те, которые с музыкой, могут вам очень быстро помочь. One of those I'll mention is called Osho Dynamic Meditation, Одна из них динамическая медитация Оша. where it just goes right to the point. Yeah? Она прямо идет в точку. The first stage, you Первый стадий. close your eyes, Закрывайте глаза you use your arms as a pump, и используйте свои руки в breathing качестве through the насоса. nose, Дышите через exhaling нос. through the nose, you build up a charge of energy Вы наращиваете энергию, that provokes all of the stuck emotions inside. и она провоцирует все застрявшие And when эмоции. these emotions are provoked Когда эмоции during the 10 спровоцированы, minutes breathing, it's easier to throw them out. их гораздо легче So in the выбрасывать. second stage, you go crazy, back, Во scream, второй стадии вы beat the используете pillow, слова, кричите, just брыкаетесь, do anything. все что угодно. It's very, very important. Это очень важно. The second stage lasts for 10 minutes. Вторая стадия тоже 10 минут. Even if your emotions are not finished, and usually they're not, Даже если вы еще не покончили move с to the эмоциями в third этой stage. стадии, вы переходите к the третьей. third stage is to wake up your deeper inner power. Третья пробуждает вашу внутреннюю You're силу. doing two things at the same time. Две вещи одновременно вы You будете keep making the делать. sound Вы делаете такой звук ху, to wake up the inner power. пробуждающий внутреннюю силу. It's just like singers. They're happy because the sound and making sound makes them happy. Yeah? Как певец, который издает звуки, и они радуют его. Osho gave us a special sound to Оша wake дал нам up в этой energy. медитации звук ху. And you're supposed to make it from the belly. Его нужно, чтобы он из живота прям шел. At the same time, you are making very little jumps, В то же время landing вы on your both прыгаете feet. To на стопе, на всей стопе. jumping, you make very little jumps. Прыжки очень короткие. For 10 minutes. 10 минут. And it vibrates you.
создает внутри вас вибрацию brings you out of the old stuck energy. и выкидывает из вас застрявшую энергию. Then you stop Потом вы and you останавливаетесь just watch. и стоите и наблюдаете. And then the last stage is dancing and Последняя celebration. стадия — танцуйте и празднуйте. It's a very important active Это очень meditation. важная активная медитация. There's also Osho Kundalini Также meditation. есть медитация Ошо The Кундалини. first stage, you are standing up, shaking, your whole body is shaking. В первой стадии стоите и трясетесь. The second stage, you're dancing in free movement. Во второй танцуете свободно. Third stage, sitting В silent. третьей сидите в тишине. Last stage, laying down and being И в still. конце ложитесь на спину. There are two very important meditations with the chakras. Есть очень важные медитации по чакрам. Chakra breathing, Дыхание Osho чакры, chakra breathing, Osho дыхание chakra чакры sound. Ошо и звучание чакры Ошо. Very important, Очень важно. very, very important. There's also Osho Nada Brahma. Также есть медитация Ошо Мадабрама, There's where you're humming где вы издаете звук гудения. for 30 minutes. 30 минут. And a very beautiful music, you give energy out. И потом под очень красивую музыку вы делитесь своей энергией с миром. Then you bring the energy А back затем in. возвращаете энергию обратно. Very nice. Очень красиво. There's also an Osho meditation called Osho Nataraj meditation, А есть медитация Ошо Натарадж, which is a dancing meditation. Dance for 40 где вы minutes. 40 минут просто танцуете. All that breathing when you're dancing, the fresh air, it Дышите, energizes you. свежий воздух, дыхание, все дает вам энергию. 20 minutes lay down on your В belly. конце вы ложитесь 20 минут. So Lilith, you can do that meditation even when you're sitting in the chair laying down. You just wiggle as much Медитацию даже as сидя you can. на кресле. And then 5 minutes you get up И and в dance конце and 5 минут celebration. вы встаете и танцуете. So there are a lot of different beautiful То meditations. есть очень много красивых If you медитаций. run for 20 minutes a day, Даже если вы 20 минут в день you create бегаете, an aura of просто, joy in your body. это будет вносить ауру радости. Remember that you need to also do your emotion expression. Всегда нужно делать эмоциональную Emotion медитацию. expression makes every kind of meditation work better. Тогда все медитации будут идти глубже. So when you're starting with the meditations, be sure to include dynamic as much as you Поэтому, когда вы can. начинаете медитировать, как можно And больше Osho динамической Gibberish. медитации, Ошо Gibberish. There's also Osho Mystic Rose meditation therapy Существует также медитативная терапия Ошо «Мистическая роза». for 3 weeks. Эта терапия длится 21 день. And every week is a different healing Каждую неделю opening effect. разные целительные эффекты. The first week you are laughing 3 hours a day. Первую неделю вы по 3 часа в день Having fun all смеетесь. Second week, you are crying and opening the process of the tears to let out all the layers of deep repressed emotions. Вторую неделю вы плачете по 3 часа в день, освобождая старую боль. That's very connected with the shock and the shame and the anger where people drink or Очень smoke. связано с шоком, со стыдом, который вы носите внутри. And then the last week is about learning how to be silent. Последнюю неделю учимся быть в тишине. You're sitting silently И most сидим of the 3 hours, почти все 3 часа. and then also practicing how to make movements in silence. И также в некоторые моменты двигаемся в тишине. Meditation is very, very important for raising your base level of energy. Медитация очень важна для того, чтобы поднять ваш базовый уровень энергии. Absolutely, very, very important for raising your base level of energy. Очень важно поднять базовый уровень энергии. You need to commit some time. Вам нужно уделить этому время. You have to. Просто нужно. You can do Необходимо. some things by yourself on your own. Делайте это сами с собой. And then you самостоятельно. have the whole feeling that, wow, I feel wonderful. И тогда почувствуйте, о, я отлично I have себя ways чувствую. to make my body energy feel good. Мое тело прекрасно себя чувствует. Just in the same way that they have fitness for the physical body. Как существует фитнес для тела физического. You could think of meditation as like spiritual fitness. Медитация — это духовный фитнес. It's body, emotional, and spiritual fitness all in one. Тело, эмоции и дух — все вместе. So, you have a lot of tools. Итак, у вас очень много Your инструментов. potential, the life has so many things it wants you to see. И жизнь хочет, чтобы вы увидели неизмеримое количество вещей. If you drop drinking, Если вы бросите пить, and that's what I say drop it. Let your energy move to a higher thing. Don't carry it with you anymore. я не говорю брось это,
Дайте энергии подняться на более высокий уровень. Не носите с собой больше. You will make more money on your job. You make more money on your job. И тогда вы будете зарабатывать больше денег, You will live longer. жить дольше. You'll have more energy to travel, Больше энергии у вас будет для more energy путешествий, for love, для любви, more energy for friendship. для дружбы. People will trust you more. И люди будут вам больше доверять. Because trust comes from you not being stuck like in the high and the low cycle too much. Тогда доверие возникает от того, что вы больше не застреваете в цикле взлетов и падений. Today I love you, Сегодня я тебя люблю, but tonight when I'm drunk, а сегодня, когда я напился, I can shout at you, I can beat you, я I могу can кричать и бить тебя. unwind all of my stuck И rage высвобождать свою застрявшую ярость on anybody I can find. Yeah? на любого человека. We want to change that. Надо это изменить. Rage goes into the techniques consciously, Ярость только выражаем в упражнениях осознанно, very intensely. очень интенсивно. In 10 minutes, За you 10 can минут release as much rage вы можете выкинуть столько ярости, as the person who's trying to do like in 1 week, who's drunk and doing crazy things. другой человек только за неделю сможет выкинуть, будучи пьяным и делая какие-то безумные вещи. Much more efficient. Все техники эти гораздо And более you're not эффективны. disturbing anybody else's life. И они не мешают другим And людям because you're жить. doing it with consciousness, it opens a new energy channel. Поскольку вы делаете их осознанно, они открывают новые каналы энергии внутри If вас. I scream at you for a week and beat Если я you for буду a на week, тебя кричать неделю и драться с тобой, I'm not going to get free of my rage я не освобожусь от своей ярости, because I'm hurting you. потому что я причиню тебе I'm боль. creating a circle of violence in Я existence. создам цикл насилия в жизни. The energy will come back and tie me up, И энергия эта вернется и меня задушит. even if I'm the winner. Даже если я победитель. If I release it on the pillows, Но если я делаю это с I подушкой, release it that way, I'm always the winner я всегда победитель. because I'm getting free and I'm not creating any violent circle where existence wants to take revenge on me. Потому что я свободен, я не создаю цикла гнева, где существование будет мстить мне потом. So this is important for you to stop with your drinking and release the rage. Чтобы прекратить пить самим, выкидывайте ярость. And if you're the victim of somebody else's drinking that's damaged your life, Если вы страдаете от того, что пьет кто-то ваших близких, or you love somebody and you want to help them, или вы любите кого-то, хотите этому человеку also помочь, release your rage. Do the same techniques сделайте то же самое, выкидывайте свою ярость. because then your aura is stronger. Потому что тогда ваша аура станет сильнее. Come for just a minute here. You know, and just put your hand out like this, what the guys do when they're arm wrestling, yes? Да. Now she's from Moldova and she has very strong Она из arms. Молдовы, и у нее сильные руки. But it's basically you're doing an energetic wrestling with Как энергетический такой рестлинг. the person who's drinking Человек, который and the пьет, person who wants to stop. и который хочет бросить пить. If you go too strong, Если вы будете слишком сильно they давить, leave you and stop playing the game. они уйдут от вас, перестанут. If you're not strong enough, Но если вы слабы, you feel defeated. вас победят. So many people who drink, their parents also drink, and nobody taught them to balance the emotions. Часто люди, которые пьют, их родители тоже пили, и они не So научились you want to балансировать go a эмоции. little bit differently, yeah? You Мы сейчас want пойдем по-другому. to get your energy stronger, Вы хотите, чтобы ваша энергия была сильнее. and then instead of fighting with a И person, вместо того, чтобы драться с человеком, you want to slowly вы потихоньку point the person in a new direction, направляете его в новом направлении, get her in a new direction in life, в новую сторону. walk her toward her health and her happiness. Вы идете вместе с ней к здоровью. So don't lose the energy in fighting. You get the energy moving the person Если вы не теряете энергию в борьбе, toward health. то она направляется на здоровье. Everybody's the winner. You do it in a non-violent way. И все тогда победители. Вы делаете это ненасильственно. Stay there for a moment and make a sign of happiness. Сделайте такой знак радости, счастья. Yes. Anybody watching the DVD, Для всех, кто смотрит DVD. stop drinking and take her to dinner. So, you want to be open for love. You want to be Вы должны open быть for открыты happiness. для любви, для счастья. You want to have this confidence in yourself.
Вам нужно быть уверенными в себе. If you have a life problem, Если у вас проблемы жизненные, you always solve it better when your consciousness is awake. вы лучше их решаете, когда ваше сознание пробуждено. You always have a better solution when you are more alert, Вы лучше находите решение, even когда if you have бдительны, stress about it. даже если вы в стрессе. Now, here's one other secret for you. Еще один для вас секрет. You want to stop drinking more easily, help somebody to stop drinking, Если вы хотите помочь себе и другому бросить пить, smoking, or drugs. курить или принимать наркотики, Remember that these are intake processes, помните, что это такой процесс внутренний. where somebody is adding something into their body that hurts them. Внутри тела происходит. Человек что-то запускает в тело. What are the two biggest intake processes that you do in life? И какие еще у нас есть два схожих процесса, Somebody. когда мы что-то запускаем в тело? Eating, yes. And Дышим когда? breathing. Eating and breathing. Да, едим, когда и дышим. So, with the breathing, С дыханием, Osho dynamic meditation, динамическая медитация, Osho chakra breathing, дыхание will чакры, open the breathing so that you открывает дыхание. can breathe enough. И вы дышите You will have достаточно. more energy. У вас сразу больше энергии If становится. people breathe enough, Если люди дышат they достаточно, are less depressed. они меньше впадают в депрессию. Depression comes from not having enough energy. Депрессия всегда возникает от If your нехватки energy is энергии. overflowing, Если энергия вас your переполняет, energy is feeling beautiful, вы чувствуете себя you красивым, don't get pulled toward alcohol, вас не тянет на drugs, or алкоголь cigarettes very much. и другие. So just the breathing strengthens you so much. Дыхание делает вас сильнее. Also your diet. Также диета. You want to have a very balanced diet. Нужно, чтобы диета была сбалансирована. Now, I tell you, I feel that the lucky diet Самая лучшая диета is the diet I learned around Osho, – это то, что я получил у Оши. which I've eaten for 35 years, which is a long time. Yeah? 35 лет я так питаюсь. It's basically vegetarian, Вегетарианство. not even fish. Даже рыбу не ем. I leave them swimming in the ocean. Пускай плавают в море. But it's funny because when I started that diet, I thought that I would become very weak like a bamboo. Я думал, что я стану как тростник, когда начинала. I said I want to do it for the spiritual side. Но я решил делать это для духовного роста. Not only vegetarian food opens your spiritual side, Не только вегетарианская еда открывает вашу духовную сторону. which is always good. Your spiritual side is more open, it's always good. Это всегда хорошо. But all the international research Но now, все исследования международные if you сейчас have cancer, показывают, что если у вас рак, you have heart problems, проблемы сердца, you have a weak immune system, слабая иммунная система, you have depression, депрессия, it's basically all points you to use vegetarian все diet. направляет вас на то, чтобы перейти на Lift your вегетарианство. Это будет поднимать And вашу to энергию. get enough vitamins. И достаточно витаминов. Especially with depression, you need a lot of vitamin B. Особенно при депрессии витамин В. Pick up your energy, be Тоже comfortable. поднимает уровень вашей So энергии. study food a little bit also. Изучите вопрос еды. My suggestion is Мое предложение get a fresh juice machine – купите соковыжималку so you can drink things that are really healthy. и пейте то, что действительно здорово. If your tongue Если ваш язык is still beating you вас все равно еще кусает, and you cannot stop drinking right away и вы because просто of your сразу tongue, не можете бросить пить, put it in your mouth положите в рот and spit it и out. выплюньте. Because it's your tongue that wants it. Your stomach doesn't want it. Желудок не хочет алкоголь, но язык хочет. So you know they have this. They have mouthwash, yes? Вы знаете, что есть такие специальные ополаскиватели для Yeah. рта. You want to clean your teeth, you use mouthwash, yes? Да, если вы чистите зубы, вы можете этой штукой пользоваться. So your last bottle of vodka or your last bottle of whiskey, Или, то есть ваша последняя бутылка водки или виски, don't damage your stomach and your не liver. заливайте в желудок. Just clean your teeth Просто пополощите рот Spit it out. и выплюньте. until you get strong enough just to get rid of it До completely. момента, пока вы станете достаточно сильны, чтобы выбросить. You don't have to swallow it. Не надо это глотать. You don't swallow your mouthwash. Вы же не глотаете ополаскиватель для рта, Why? Because it's full of alcohol. потому что он тоже полон алкоголя. But you do put it in your mouth Вы кладете это в рот. because it helps clean your teeth.
этот ополаскиватель, потому что он помогает чистить So зубы. if you, for some reason, you have to put your bottle of vodka in your mouth, Но если вам нужно обязательно глотнуть этого алкоголя, then spit it out. просто подержите во рту и выпейте. You don't have to poison Не yourself надо with it. травить себя. Remember that pull is coming from here. Помните, что только язык хочет. Your stomach wants to be free of it. Живот хочет быть свободным. Your mouth gets trained later. Потом уже рот подтянется. That's why many people you see are chewing gum, because they didn't get enough chewing. There's anger in this chakra. Поэтому люди живут жвачку много. Не хватает для освобождения гнева, они поэтому жуют что-то. Just imagine if your father was drinking, Если ваш отец пьет, instead of being drunk for 5 days, например, вместо того, чтобы напиться на 5 he дней, just came home он пришел домой and said, "Hey kids, и сказал: дети, 30 minutes I'm gonna gargle 30 минут я полощу горло my alcohol, водкой, and then I can play with you." и потом пойду поиграю с вами. After 30 minutes, his whole bottle is finished, Через 30 минут бутылки нет, and he's not drunk. и он не пьян, He's not gonna get sick, и не заболеет. and soon you get off of it. Вскоре уже это не нужно будет. So you don't need to swallow. Не надо глотать, You don't need to put it further than your mouth. не надо дальше. Having a good diet with a lot of fresh food and vegetable, like half of your diet fresh food, Половина вашей диеты должны быть свежие фрукты, build up овощи. your body, build up your liver, do То things. есть это поможет вашей печени, The вашему stronger телу. your body, your energy base is higher, there's less pull for the alcohol. И чем здоровее ваше тело и энергия в нем, тем меньше вас тянет на алкоголь. And it doesn't matter whether you're Olympic sportswoman or Не you're важно, recovering from an accident. или после аварии восстанавливаешься. The stronger you get, the better you feel. Чем сильнее ты, тем сильнее лучше себя чувствуешь. Diet, movement, expression. Диета, движение, выражение. Diet is huge. Диета – это очень важно. Eat a lot of fresh food, a lot of things. Много свежего нужно кушать. Stay away from the sweets. Прекратить трескать сладости. And only very little honey or no honey. И мед исключить почти. Why no honey? Почему совсем меда A не little is okay. But not, Капельку можно. you're not a bear. Но вы же не медведи. And the bear doesn't even sit there and drink И liters медведи of honey тоже with its coffee. не едят мед, запивая It кофе. has to go climb the tree, kiss a few bees, Им нужно целоваться с пчелками, залезть на дерево. and then so it's using up that sugar. То есть он тоже этот сахар потом использует You are как not. работу, а вы нет. Most of our life is more like the potato. Мы сидим как картофель. So if you eat too much sugar, it just turns into fat and your body Сахар, он goes into просто fat. переходит в жир. Всё. Better no sugar in your coffee, Лучше не класть сахар в кофе, no honey in your coffee, и мед не класть в кофе. and no coffee for your sugar in your И honey. кофе, когда вы будете складывать все это. No coffee, Итак, никакого кофе, no even black teas. даже черный чай не надо. Juice machine, make fresh juices. Пусть у вас будет соковыжималка и Beet свежий сок. juice, carrot juice, fruit Морковные, juices. свекольные, фруктовые. No sugars, including in the ice cream. No, Не надо сахар, даже no мороженое. white flour products. И продукты из белой муки. No white flour products. Никакой белой муки. I was talking with somebody recently who had cancer. Недавно я разговаривала с человеком, у которого рак. He was a doctor. Он врач. He had cancer a few years before. У него начался рак несколько лет He назад. did the chemotherapy treatment and И он сделал химию, he got better. ему стало лучше. And then his cancer came back. А затем вернулось все. And I said, of course, because nobody told you about your diet. И я ему сказала, да, так и понятно, никто тебе не говорил про еду. So your diet is important. Это очень важно, что вы едите. Massage is also very good to help you stop drinking. И очень важно делать массаж. Это Now, прекрасно many для people того, who чтобы drink бросить пить. don't like massage because they're angry. Многие люди, им не нравится массаж из тех, которые пьют, потому что они внутри But злятся. they need to be touched in Но a им nice way. необходимо прикосновение. First, release the anger, Сначала выкинуть and you'll be гнев, surprised people like to be touched. потом им нравится, когда они с вами прикасаются. It's very good. And there's a lot of different beautiful massage techniques all И over есть the world. много-много разных техник массажа по всему миру. So, good diet. Итак, правильная I еда, was no fried food. ничего жареного, It slows down your brain, all that Замедляет test ваш oil, мозг. bugs you. Eat a good, healthy diet. Yeah? ешьте правильную еду, Study it. Yeah? изучите этот вопрос. And, you know,
recycle your bottles. Just take the caps off, pour the alcohol away. You don't have to even put it in your mouth. Empty out your house, empty out your fridge. Вычистите свой Recycle the холодильник bottles. и свой дом, вылейте весь алкоголь, вам даже не надо полоскать его, выкиньте бутылки. Drop it, clean it, Просто выбросьте, делайте дом чистым, throw it away. отбросьте, Start a fresh life. начните новую жизнь. The happiness is going to be yours. You will have a success. И счастье за вами, у вас точно будет успех. And not only yours, И даже не только у but вас. the love that you show to your friends and the people when you make a step for yourself, it comes back to you. И вся эта любовь, которую вы показываете своим родным, когда делаете какие-то шаги для себя, это все вернется. Thank you for watching and see you soon. Спасибо за то, что посмотрели эту передачу. Увидимся скоро. If you want to know how to find me, you can check www.beatmonoprograms.com. И если хотите найти меня, посмотрите сайт beatmonoprograms.com. Again, a big thanks to Usha for making her Спасибо, time. Уша, за ее время. Okay, thank you. Спасибо, Мано. Ура. Да, сегодня была такая приятная атмосфера. Ну, как бы все, когда собираются на семинарах МАНО, так чувствуется, как будто все друг друга уже знают. Ну, как бы, как друзья, что ли. И эта энергетика, она, ну, помогает, придает сил. Потом этого заряда хватает на то, чтобы продолжать заниматься медитациями дома. Вот. Каждый раз жду с нетерпением его приезда. После сегодняшнего мероприятия, я думаю, у нас появилась энергия даже для каких-то творческих дел. У нас раньше была попытка записывать свою музыку. Теперь, я думаю, снова на это появились силы. Ну, спасибо большое Мано за то, что он приезжает к нам в Россию. Я думаю, он много кому помог. Я очень рада, что я попала на эти занятия к МАНО. Это необыкновенный прилив сил, прилив энергии, необыкновенная атмосфера, которую здесь получаешь. Просто забываешь о своих каких-то проблемах, обидах, отпускаешь это все на какой-то задний план. Это становится настолько для тебя неважным, вот, что начинаешь просто радоваться жизни, у тебя улучшается настроение, и просто хочется творить и жить дальше. Очень мне понравилось, большое спасибо. Очень много чего приняла к сведению и постараюсь где-то что-то воплощать в свою жизнь. Большое спасибо. Ну, понравилось. Как бы тут трудно, чтобы не понравилось, потому что работа в группе идет. Еще чем хорошо вот эта работа в группе. Даже просто весело принять в этом участие. Даже там, если что-то ничего не чувствуешь. Конкретно я, да, меня посещают хорошие состояния. Но передать я вам их не могу, они только через процесс. Легче становится. После занятий легче. Как-то раскованнее, что ли, себя чувствуешь. Это все как-то, это все барахло, скидываешь все это ненужное. Прокричишься, элементарно просто прокричишься вообще, вот, не знаю, стакан водки и прокричаться. Вот с водки голова болит, а вот покричать, вот прямо, и сила потом какая-то вот чудесная такая, исцеляющая, прям вот, ух. Еще Мано мне прямо импонирует. Ну, терапевты, они пришли, точнее, ты к ним пришел, они тебе что-то рассказывают, что-то, что слушаешь, у вас что-то там происходит, непонятно что. И главное, самое интересное, что ничего не происходит при этом. А тут как бы сделал то, что вот именно предлагает вид, и чувствуешь на себе результат.
Как бы вот это очень радует, что от одного процесса можно почувствовать результат. Не надо там долгие годы какой-то непонятной терапии чистки мозгов, чтобы там тебя как-то полегче стало. Тут, то есть разом поорал, и тебе хорошо. Вот у меня такие вот впечатления. Блеск, я вот сейчас прямо смотрю, и прямо у меня глаза заблестели уже. Легко, вот прям мне вот сейчас вот хорошо. Вот так вот. Сегодняшний семинар для меня очень хороший опыт в плане, что попробовал всего несколько упражнений буквально. Вот, я почувствовал, что мне стало легче буквально за 1,5 минуты. Очень меня это расслабило, облегчило. И я чувствую сейчас, что во мне гораздо больше энергии, чем до того, как я сюда пришел. Плюс к этому Мано очень хорошо сказал о том, как правильно работать, вообще общаться, работать с людьми, которые употребляют алкоголь, как помочь им можно. Очень хорошо показал. Советую всем заниматься медитацией ноши. Хочется вначале поблагодарить искренне от всей души Мано за такой прекрасный семинар, на котором он очень щедро подарил нам огромное количество медитативных техник, огромный арсенал мы получили. И хоть и красной нитью всего семинара звучала тема алкоголизма, но каждый между строк читает для себя то, что, в принципе, ему в жизни нужно. Очень ярко звучали вопросы о наших детских комплексах, о чувстве вины, о самобичевании. Я для себя, например, подчеркнула момент воспитания своего ребенка. Оказалось, что детские какие-то зажатости — это подавленные какие-то комплексы, которые мы, родители, как правило, хотим, чтобы дети всегда были мягкими, пушистыми, и таким образом как бы оказываем им медвежью услугу. Как бы для меня проблема алкоголя как таковой, там, принятия жидкости, она не стояла. Я уже говорила в начале, что хотелось очень избавиться от гнева по отношению к тем людям, которые принимают алкоголь. И Мано очень четко, очень ярко подчеркнул эти моменты и показал техники избавления от гнева. Вы знаете, я по профессии психолог, мне бы, если честно, хотелось бы пойти дальше. У нас в Приднестровье не раскрыты это направление. И по возможности, не знаю, с разрешения Мано, вот мы говорили с ним, где-то сначала в бытовых каких-то условиях для своих близких, знакомых, скажем, сейчас вот на примере алкоголизма хотелось бы помочь людям, а потом, чтобы это стало более массовым, масштабным. Безумно рада, счастлива, что приехала сюда, получила море положительных эмоций, знаний, умений, техник. Желаю по возможности всем посещать такие семинары. Это только им на пользу. Я хочу выразить искреннюю благодарность за сегодняшнюю практическую работу Витману, организатором этой практической работы. Во время сегодняшнего занятия я понял, что пора избавиться от этой пагубной привычки, от этой зависимости. И у меня появилась надежда на то, что я в силах это сделать. И Витману дал практические упражнения, благодаря которым это можно сделать. Эти упражнения я возьму себе на вооружение и буду применять их. И как символ того, что я начинаю новую жизнь, я хочу вылить вот эту бутылку. Ну что ж, отныне я употребляю только безалкогольные напитки.
Будем радоваться этой жизни без допингов. Спасибо.